Всем привет! Начинаем стрим, продолжаем проект. На чем мы остановились? Мы начали делать, что мы начали делать? Мы начали делать enemy до нашего, но с ним там у нас некоторые вопросы возникли. Что конкретно? Что конкретно у нас было? Наш враг, противник, двигался за нами. Вот. В момент атаки он продолжал движение, скользил. Мы хотели скомбинировать. В общем, все мы делали правильно. Там немножко надо было кое-что подправить. В прошлый раз мы делали правильно. Кое-что подправить надо было. Но, в общем, я сделал правильно. И анимации всратые. В общем, это не очень выглядит, скажем так. Поэтому решение было такое, что когда мы запускаем наш АИ двигаться, мы не передаем ему сюда таргет. Мы передавали сюда таргет. Так как мы теперь не передаем ему таргет, то он не бегает за нами. То есть, если мы посмотрим, я его сделал чуть быстрее, поэтому нормально должен догонять. Сейчас он атакует, и он останавливается на месте. Вот, потому что он получил локейшн, и как бы дальше не двигается. А таргет, он, получается, выполняется каждый кадр, и он передвигается за нами. Потом, это первая проблема, которая была решена. Проблемка, да. Вторая была проблемка. У нас, когда он нас атаковал, у нас камера двигалась за счет того, что было пересечение. Вот, было пересечение за счет того, что... То есть, получается, он нас атакует, и у нас камера приближается, так как между нами и камерой становился объект, он нас бросал, камеру, короче, приближал. Вот, по принципу, как происходит, когда мы у стенки стоим, то есть камера приближается. И вот так вот он резко делал. Это все мы решили. Вот, иди сюда. Вот. Хола, амиго, как ваши дела? Привет. Да, нормально, хорошо, я бы сказал даже. Вот, мы этот вопрос решили путем того, что в камере бум есть probe channel, palm поставили, и вопрос решается. Хорошо. Вопрос был решен. Таким образом, это замечательно. Что мы делаем сегодня? Что мы делаем сегодня? Мы продолжаем смотреть эти гайды, да, так сказать. Но у нас есть еще одна проблема. Мы когда создавали... Где мы? Мы создавали нашего скелетона, у нас все было не очень хорошо. У нас тут было все не очень хорошо, в том плане, что нам заново приходилось, допустим, хп-виджет добавлять. Хп-виджет должен быть у всех. У них у всех должно быть настроен вот этот вот, где он тут, collision preset весь одинаковый. Все должно быть, короче, одинаковое. Да? Нам все это приходилось заново делать. Также у них общий идет апдейт HP бар, апдейт HP бар, вот эти всякие DES, в принципе, должны быть все одинаковые. Вот. В принципе, и init тоже одинаковый, просто он в зависимости от того, кем мы сейчас и что мы сейчас подтягивает. Да? Нам надо отнаследоваться и кучу всего здесь переделать, в принципе. Вот, потому что если взять наш BP, вот этот enemy, который у нас обычный, вот здесь вот у нас оверлап идет, что это? Он немножко атакует по-другому у нас, точно. Он у нас немножко атаку по-другому проводит, поэтому вот это он будет его личное, это личное, вот это общее, вот это личное. Причем это не то, что прям супер личное. А нельзя сделать шаблон этих всеобщих настроек по типу HP виджета и просто настроить как-то для всех. Я не делаю игры, я просто ем планеты. Молодец. Но мы сейчас и пытаемся сделать
всеобщих настроек. Я не очень понял конкретики, но мы типа сейчас будем пытаться это все сделать. Вот, потому что виджет мы этот отправим в родителя. Вот, это тоже будет личное у этого AI enemy. Вот, AI мастер какой-нибудь создадим сейчас. И все в него посуем, потому что, ну, в общем, это все нехорошо. Это все очень нехорошо. Вот это отлично. Оно в скелетоне не должно быть. Вот. Вот. Причем это скелетон мастер, да, у нас, то есть как у нас сейчас будет AI мастер, то есть в нем в принципе-то должен будет содержаться вот этот HP виджет, mesh настроенный, как нам надо, BPC stats, character movement, ну character movement в нем и так будет. Ты исключительно идешь по гайду или используешь гайды при разработке игры своей задумки? Не, я не иду строго по гайду, исключительно, точнее по гайду. Но мы повторяем то, что в гайде, но по-своему повторяем. А вообще задумка-то своя. Вот. Если бы я тут делал все по гайду, у нас такая задница была бы, все сломано было бы и ужас. Вот, и работало бы все только в вакууме. Потому что гайд там специфический. Так, apply damage, туда-сюда, тролливали. Или пока забить. Давайте гайд вначале посмотрим. Может быть, мы передумаем. Давайте, наверное, гайд посмотрим. Вот. Он там enemy attack, animal attack, у него там анималы. Вот. Посмотрим, что он там делает. Вот, мы это уже свое сделали, просто посмотрим. Потом он саунды добавляет для ходьбы, но это уже 100 раз делали, нам это можно пропустить. Вот, а дальше он делал player damage enhancement, или что это? Enchantments. Короче, вот, можно посмотреть, я слышал, что половина гайдоделов делают их так, что в отрыве ты ничего не сделаешь. Ну, типа того, да. Но он в вакууме работает, тот гайд, который мы смотрим. Вот. То есть что-то другое поменяется, все ломается. А вот я пытаюсь под те, что вот гайд делает, я пытаюсь сделать, чтобы это все работало не в вакууме и можно было добавлять что-то новое. Ну, к примеру, идеально получилось вооружение. Ну, не вооружение, а как сказать, не item system, а tag system какой-нибудь, combo system, вот так вот. То есть у него в гайде только для одного оружия сделано, и у него работает только с одним оружием. То есть ему полностью код надо будет менять, если он добавит новое оружие. А у меня просто в таблицу заносишь новое оружие, и все, поздравляю. Заносишь данные, заносишь модельку, заносишь анимации в data table, и все работает. Вот. В зависимости от количества, то есть сколько этих занесешь, столько будет комбо. Занесешь 2 анимации, у тебя будет комбо из 2 состоять. Занесешь 100, будет комбо из 100 состоять. А вот у него так не работает. У него все в вакууме. То есть новое оружие с новыми комбами, надо писать новый код. Такое себе. Так, поэтому мы тут делаем, пытаемся, по крайней мере, делать по-грамотному. В итоге получается как обычно. Вот как обычно получилось это с тем, что у нас вроде бы противники, да, наши, они-то разные, но у них много чего повторяется, и мы не отнаследовались правильно, и вот сейчас в прошлый раз пришлось много чего переделывать. Блин, круто, я пытаюсь разобраться с Godot, но мне мешает сама вселенная. То заняли то что. Ну, это как обычно. Это все как обычно. Классика. Классика, да. Вот. А почему Godot? Почему именно Godot пытаешься разобраться? Почему его выбрал? Так, ладно, давайте посмотрим гайд. Вот, по крайней мере, 2 видоса из гайда. Может быть, даже и 3, а потом уже решим, что мы будем делать.
Так, а теперь вам надо гайд включить, и надо бы его настроить. Мне тут скорость ему дать вначале. Нормальную. Так. Такая вот скорость. Вот так вот на весь экран. И вот сюда. Мгм. Хорошо, давайте смотреть гайд. Гайд. Так, звук включить, видео включить, здесь звук включить и видео повключать. Да? Погнали гайд смотреть. So in the last episode, we made two animal AIs, our elephant and hippo, and basically they will just patrol around. So we'll just get a random point in the map, go into that point, wait 3 seconds, pick another one, and go. Very simple, right? So what we need to do in this episode is basically make them that they will be able to sense the player by sight, and then once they see the player, they will chase the player, okay? They will come at you, and then when they get into a certain point, they will start to attack you, display a animation, and then also a sphere trace, so they can apply some damage into you if you are close. Very similar to the behavior of the enemy AI, but of course way simpler, just using blueprints. We are not going to be using behavior trees, as you may know from the last episode. Okay, so let's go ahead and begin making the sight sensing, so they will be able to see you. So let's go into the blueprints folder and open up our animals folder. As you can see, we have here the parent, okay, which is just BP animal. То есть он сейчас будет делать то же самое, да? So every time that we want to add logic into our animal AI that will affect all of our animals, we need to go into the parent, which is just BP animals. You can see we have the hippo as the default mesh, but that's just an example, okay? The actual hippo mesh is the child that says hippo, okay? That's very important to know. Anyway, so now what we need to do that is a component that will allow our AI to, У нас в скелетах то же самое, только нам надо общий сделать enemy. As you may know, for the enemy AI, okay, for the enemies over there, we use the AI perception, and that's because the AI perception is more advanced and more suitable for behavior trees. But if we're going to be using these blueprints, pawn sensing will be simpler and more straightforward for us to choose. So as you can see, we have different values over here. The one that we are interested in is the sight radius, so how far away you can see. As you can see, pretty far away. Let's drop this down to around maybe even 2000, okay? And then the sense interval will be how often they will sense the player. 0.5 will be good for now, and then the visual angle. So we can maybe drop this to 80. As you can see now, they will have a little more limited. And they're gonna put the hearing threshold to 0 and the other threshold to 0. And now we will only have basically the sight and not the hearing in the way. Great. So now let's implement the logic when it sees something. So you can see we have a custom event here where it will see a pawn. Let's go ahead and just subscribe to this. So now every time that this pawn sees another pawn, we're gonna check if this has the tag player. So basically it is indeed our player. If it is our player, well, in that case we want to go ahead and chase the player. So we just go ahead and do an AI move to, okay, once again the same node that we used in the last episode. Вот, кстати, вопрос по поводу оптимизации был бы интересно узнать ответ. Что будет лучше, если мы используем... Так, подожди, не говори вместе со мной. Если мы используем только C, то есть, чтобы нас только мог видеть противник, то что лучше будет, использовать Pawn Sensing или AI Sensing? Хотя там еще и Behavior 3 туда надо давать, Blackboard. Скорее всего, да, Pawn Sensing будет более по оптимизации. Хотя фиг его знает. Okay? And as you can see, if we have a target actor, we don't need a destination. And the same in another way. If we have destination, we don't need a target actor. Okay, so you just need one of those. Okay, so with that said, we're gonna make the acceptance radius a bit bigger. That's how close it will get to you. So let's put something as 200, okay, and we'll get 200 units away from you. Okay. Now on success, we're going to do is just sprint for now attack, because well, it will basically be attacking you. So with that said, we can compile and save, and you see that if they see you, they will go after me. So if I go in front of my hippo, as you can see now, he is indeed chasing me, and it looks pretty cool, as you can see. So we just go ahead and get me, and then you can see a sprinting attack at the top left, and also the elephant joined the party here, and they're basically attacking. They're very close to me, okay? So we're gonna go ahead and just increase this to around maybe like even 400, so we're gonna double the distance, okay? So the more, the higher this number, the more far away they will basically get to you, right? When they are gonna attack you. Okay, so in that case we have the chasing mechanic and the pawn sensing done. So they'll see you, they'll come to you, and they'll attack you. But of course, we need now the proper attacking system. So in this case, what we need to do is on success, where it reaches the player, we're gonna go ahead and play a montage. Now we're gonna be using this node which just says play montage, and that's because we will have more outputs, and we want the notify begin. Now from the series, we have already used notify begin a few times. So in the animation montage, we can specify which point we want to attack, and it'll be more realistic. So in this case, the skeleton mesh will be this mesh. That's where we want to play the animation, and then the montage to play, what we need to do is right click and create a new variable, and this will be the attack montage. Okay, and this is because
as you can see, we are in the parent, and the animation will change for each animal. So for the elephant, it will be his animation for attacking, and for the hippo, it will be his animation for attacking. And because we have here the parent, what we can do is just create a variable that will be public. So make sure to click the eye here and expose on spawn, okay? Sorry, instance editable, and yes, expose on spawn. And now that will allow us to go ahead and change that animation. For example, in the elephant, if we go to class defaults, as you can see now we have a variable which we can pick which montage or AIs we want to play. So in that way, we have it as a variable, and we can specify which montage it will play each child, and the logic is of course in the parent, okay? Great. So with that said, it will play that animation, whatever animal it is, and then basically on the notified begin, that's when the attack starts, okay? And we want to basically make a sphere trace, and let's make 4 objects, okay? So instead of by channel, let's make it 4 objects, so we'll just detect an object of a pawn, which will be the player. With that said, the start point and the end point will just simply be the center, so we can just get the actor location, and then just start there, and then get the actor rotation, and from that get the forward vector to get where the AI right now is looking at, and then just times this, right click, convert to the flow. In this case is how far out it will, you know, deal damage. In this case, let's do like, I don't know, 500. We can play with the value, and then we just need to add this vector with this vector, and now that will give us an endpoint. So the radius will be something as maybe 350. We'll play around with that once again. Now the draw the book type, let's put in for duration, and let's put the object types, make array, and we need to specify which object types. In this case, they will be pawns, because our player... Сообщение уже. Так, мне Кик не дает расписать сообщение о приходе Godot. Я разделю на части, я на какие-то направления в разработке вел с детства. И я насчет Unity думал, и Unreal Engine, но там же C# просто душил меня изучение его. Unreal с его системой нодов мне просто наскучил в ходе изучения, да и такой движок для меня как полного нуля излишества. Но Unreal это еще и плюсы. Так, учитывая, что из всех животных ассетов более-менее пригодных к использованию буквально 2-3 животных, которых только ленивых не юзал, это, пожалуй, самый бесполезный урок. Может быть. Не, ну так, чисто для галочки. Вот эти сейчас 2 видоса, этот и следующий. Так, чисто, что мы просмотрели. Вот. А тут просто Godot, несложный язык, удобный движок, бесплатно, идеально. Но... Короче, повелся на легкость, да? На легкость повелся, да? Я понял тебя. Так бы сразу и сказал. Насчет животных, ну, да. Для галочки посмотрим. Мы потом будем делать сейчас, наверное, все-таки парента главного. И все менять тут, переделывать, чтобы у нас все работало. Как обычно, какая-нибудь фигня вылезет и на весь стрим. Вот. Is a pawn, right, on Unreal Engine. All the characters that we can control are pawns. Alright, so with that said, if we have actually hit something, well, in this case, the AI has hit something, we'll get the hit result, we'll break it, as we have done already multiple times in the series, and we can just get the hit actor and apply damage. And what damage? Вообще нам животные, в принципе, нафиг тут не right-click, promote variable, and this will be У нас там свои скелеты, зомби. And once again, just click the eye icon, which will enable instance editable, so we can access it from a side and then expose on spawn. So with that said, now we are ready to go, and I'm gonna apply a default damage. It's very important, okay, just in case. So let's put the default damage will be 10, okay, just to make things simple, just 10, that's okay. And then for each of your animal, you can change the variable there, just as we did with the montage, okay? Right, so with that said, this should work in theory, so let's just test it out, right? So the first thing I want to do is create an animation montage for... Не отрицаю, знаешь, когда всем говоришь, что хочешь делать игры, а не сделай ничего, хочется хоть на легкость повестись, я хоть начал что-то делать без чувства, я задолбался, да. Ну, да, но все же ты повелся на легкость. Ну, главное начать делать, а там же не важно как, что, где. Вот. Да. Both of our elephant and hippo. So let's go into our African animals pack. Let's go into the elephant and animation. So now if we go to attack, so you can see we have a whole bunch of them. We have just this simple attack, right? And we have this other attack. It doesn't really matter. Let's just pick the first one, right click, go to create and anime montage. And that will be our attack. So I'm gonna just put elephant. And then what more does it have? Tusk attack. Okay, that's good. Let's remove the 1. Well, actually, let's keep the 1 just in case we have multiple animations. But yes, we can get the yeah. Okay, that's good. All right, so now we can just go into the
montage. So let's open this up, and we have to add the specific point that we want to deal damage. In this case, it will be, I guess, in here, right? That we're gonna deal damage. So let's go to the notify strike, and just right click, add notify, montage notify, attack there, okay? And that's because the montage notify will begin here. Great, so let's do exactly the same with our hippo animations. Go to attack. Okay, so maybe the name for this one is a bit different. We have, okay, so it's bite. So I guess bite will work, okay? Let's right click, go to create an montage. С триггером Unreal сделал, нифига не помню, это мощь. And now we are going to go ahead and Это очень мощно. Here, okay? Right click, notify, montage, notify, and we just deal damage right there. We're gonna shut his mouth. Okay, so now with that said, we can close the main parent blueprint and just go into the blueprints folder, go to animals, and now we can just open up the elephant, go into its variables in class defaults, okay? Very important. All of the parent class variables that are public will appear in class defaults. And you can see that they will be over here in attack montage. So now you can find the elephant 1 and change the damage. In this case, I'm gonna leave it for Согласен, но now. оно все равно работало стабильнее игр беседки. I'm not interested in that. I'm more interested in actual functionality. Let's go ahead and use compile save and open up the hippo. And we're gonna have to do exactly the same thing, okay? Which is going to be just apply the attack animation, and it'll be this one. There we go. Compile and save. So now you see that when I press play, the elephant will come and start to attack, and you can see. Вот как мощно, молодец. And he killed me. As you can see, the area is absolutely huge. It's too big. So let's go into the parent animal, because that's where we have the logic. And И давайте создадим булию, да? Something as maybe 120, and the distance maybe like 250. Вот, кстати, вот это вот тоже плохо, вот он сделал. Тут уже лучше этот использовать какой-нибудь, а тут не достает. I think that's good, maybe 130, and then distance. Подгонялово, это плохо, мы им тоже, конечно, занимаемся, но... Let's see. There we go. Okay, so that's perfect. So you can see he reaches. Now you can see that he is repeating the animation too quick, and also he's damaging, like moving the camera, right, which is very annoying. So let's go into the animal blueprint. Там не слон, go там down into the collision settings. Go into custom and in camera, make sure that is on. Не, чувак, это не так делается. Camera detection. And the same really for the capsule component, custom camera, but make sure that object type is pawn. So yeah, because that's important. Okay, so that's it. Мы только что разбирали это как-то. He will attack me and the camera will not get bugged. So you can see. Она не bugged, не потому подойдешь ты ближе, она будет bugged. Now let's make that he will take a bit more to attack. So let's create a new variable and it will be is attacking, right? И вот опять, что он сделал? Вот по поводу того гайда, когда пишут, вот тебе точно стоит смотреть этот гайд? Да, я же говорю, мы его для галочки смотрим. Вот этот и следующий, там ничего интересного не будет. Вот. А вот потом, там, где он дамаг, может быть, что-то интересное промелькнет. Вот по поводу того, что он сделал сейчас. Он сделал, вот оно работает, то, о чем я говорил, короче, в вакууме. Оно работает только для этих, короче, энималов будет это работать. То есть создаст он кого-нибудь другого, там, каких-нибудь демонов, там, птиц или еще чего-нибудь, солдат каких-нибудь. И это не будет уже работать. Это во-первых. Во-вторых, если я просто эту фигню делал, она нифига не работает. Она работает только если они далеко. Если они будут впритык стоять и махать, она тоже будет глючить, эта камера. И вот то, что в начале я говорил, что надо через камеру бум делать и ей назначать там, как эта штука называется, probe channel, вот, и он тогда на него не триггерится. И как бы, если сделать это только здесь, то это везде будет работать. Вот, а там я могу ошибаться. Вот и опять очередная переменная. We'll go ahead and continue, and of course set is attacking to true because well we will be now attacking. Actually, this is make a bit more space. It will be more intelligent. Let's make more space here. There we go. Put this over here. Put this over here, and put this here. There we go. So if you're not attacking, we'll set attacking true. We'll do this, and then on completed, which is when the animation finishes, we'll just set it to false. And now, in theory, he should attack a bit less spammy. There we go. And okay, so he still attacks very quickly. So when he completes the animation, what we're going to do is simply just add a little delay. So it will be like, yeah, 0.2, something like that, or even 0.3. Well, let's try with 0.2. And we can also change the pawn sensing frequency, which actually is a better option. So instead of adding a delay, we're going to go ahead and change the pawn sensing interval, that's what I meant, and put it to maybe 0.8. And you'll see that now. Come on, see me, please. Let me just go in front of him. Please don't go both at the same time. Okay. Oh my god, what just happened?
come. There we go. He comes and he will start to attack. As you can see now, it's a bit they're both at the same time, and now there's a bit more of delay between the attacks. So we can maybe put this at 0.7. It's a bit better, and that should be actually I am stupid. Sorry about that. The thing will be actually before we play the animation. Okay, sorry about that. I actually messed that up. Because of course we will still be playing the animation as frequent as we want. Now it will be different because it's we'll only play when we're not attacking. Sorry about that. I was a little got confused there. And then we're gonna set is attacking directly before we play the animation. Okay, so it's attacking. It will be true. But then we play the animation. Там, где надо, там, где не надо, там, где можно обойтись. The notify begin back again into the sphere trace, and also the uncompleted, it will go there. Sorry about that, but now, yes, as you can see, he will come and actually wait until the animation is finished. There we go. Now it is working indeed, and we can actually increase a bit more these. Ну хорошо, здесь типа мы закончили. Так, а ну-ка, шлеп, потом шлеп, здесь шлеп, здесь шлеп, и здесь шлеп. Так, следующий гайд. Кто у нас тут следующий гайд? Он саунды добавляет, да? Сейчас быстренько посмотрим саунды его, как работают. Так, все. Быстренько звук, скорость строим. Саунды мы уже 100 раз делали, и с ним, и без него, так что я думаю, там ничего такого не будет. Но чисто для галочки надо посмотреть. Это хорошо или плохо? По поводу чего? Куча переменных, то, что он создает, хорошо или плохо? Ты об этом говоришь? Так. Сделал, да? Куча переменных, но это плохо, What I'm going to do is import the two sounds, one for the elephant and one for the hippo, and then we can reuse the player sound footsteps for them and just make them a bit louder. So let's go into our audio folder, which should be over here. Let's right click, create a new folder, and it's called animals. So as we have more animals in the future, we can just drag them here. So let's select our elephant and hippo sounds, drag them there, and then we have them here. These sound like this, hippo sound. Okay, nothing crazy. So what I need to do is I'm gonna go ahead and find my footstep, get the sound footstep meta sound, drag it into the animals folder, and say copy here, and then rename this to be ms. In this case, it will be something as this elephant, and basically we're gonna change randomly the pitch, but because we already have done it, I can just plug in the elephant. So each time that we play, it will play a bit different. That was very, very loud actually. Let's go into source and put the volume back into maybe 2, so it feels powerful, but there's no need for more than that. Okay, so now let's duplicate this and rename it to hippo. Now we can open this up and put in our hippo sound, and there we go. And that will be a bit different each time. Great, so with that said, each time that they attack and also randomly, we're going to be playing that. So let's go into the content folder, go into blueprints, animals, and let's open up the parent, the BP animal. So all the logic will be applied into all the child animals. And on here, what we need to do is basically create a new variable that will play that sound. But first of all, let's actually make the play sound, and it should be kind of here where it's going to attack. Okay, so when it starts playing the animation, play sound at location. And we can plug in, right click, promote new variable, the animal sound, right? This animal sound will have the eye on, so it'll be instance editable, and expose on spawn, so we can access it from outside, and then the location will just be get actor location, that we have done a million times. And just to be sure, let's go ahead and add the attenuation settings on here to be on the SA character, so it will be in 3D. With that said, I'm gonna copy and paste this on the begin play with a delay of a random float. Okay, so each couple of seconds will basically play that. So let's reconnect that there, right? So we'll be in a loop. So it will just wait some seconds and then play. So let's do a random float in range, and we'll wait between 7 to 20 seconds, right? So each 7 and 20 seconds it will play a random sound, okay? And maybe we can lower a bit the volume to 0.7, so it's a bit lower, and then when it attacks it's a bit louder. With that said, we just need to go to the BP elephant, and we can open it in full blueprint, go to class defaults, and assign the variable. In this case, we just need to insert the ms underscore this is the elephant, okay? Remember to add the ms, the meta sound, not the original sound, so we can have the dynamic pitch. And then in the animal hippo, we can directly do it from here, as you can see, or just open it full blueprint. It does the same. Class defaults into our animal sound variable, search for hippo, and then just put the ms, okay? With that said, now you will see that when I press play and they attack, they play the sound. And then it's over there. So for the hippo, it seems that I need to increase a bit the audio. So let me go to animals, hippo, source, and then let's put this maybe on 3.5, something like that, and it will be louder. The elephant, it was pretty okay. All right, so now with that said, let's add the footstep sounds. In this case, let's use the same one
Какой себе? Опять все в вакууме. Это все должно быть в player, but of таблице. course, louder. So let's go into the animals as a pack folder. Go to elephant animations, and here Он, по-моему, пользовался таблицей, There we да? go. The elephant walk. Не Just the знаю, это normal one. они. You can see this is the one that is compiled with the black, border. Basically, that's the one that we're using. So let's open this up, and like we always do, we just need to add our footsteps there in the as an anime notify. So when the first point touches, we can just add a play sound notify, and this can just be footstep, and it will be the sand footstep because we're gonna be playing this in the desert, and we can put 2, and it will kind of play. And let's go ahead and just put this over here. So first of all, I'm doing the feet at the beginning, right? And now let's do the ones at the back. So as you can see, on here we do one. Let's place that, and then on here we do another one. That should be good. Now we might need to change a bit the attenuation, so let's play with this. So you can see, you cannot really hear it. So we will need to create a higher attenuation. The attenuation is a 3D space, so it has to be going further away. So let's go to the audio folder, go into footsteps, and we can use, into the main, just duplicate character and change to be, well, animal, right? Because it will go more further away. Cool. The inner radius will stay at 100, but the fall off distance, which is how far away the sound can go in the 3D space, let's crank this up into 3K, right? 3000, so we can really hear them from further away. And then, just for that, let me just duplicate the MS sand footstep and just name it MS sand footstep animal, right? And inside of the animal, let's go to source and change the attenuation to be the animal. And with that said, we can also increase by default bit of the volume, maybe 10, right? I don't know, that's too much, but that's okay. And then we just need to go back to our elephant animation, right, for a walk, and just replace the footsteps. Can I select multiple ones? No, it's okay. Just with the new animal one, right, as you can see. So basically just select the new animal one over here, right? And that should be it. I think I did it with all of them. Yes, okay. And now that should be a bit better, okay? You can hear it a bit more further away, and you have the headphones, it will be a bit more realistic. And then let's do the same with the hippo, but of course we need to go into its appropriate folder. There we go, animations, walk, is this one, okay? And we do exactly the same that we do for the elephant. So as a challenge, go ahead and add the footsteps with the name notifies, okay? And just pause the video and do this in a second. Okay, so what I need to do is go and just find where the feet touches the ground, okay? So for example, let's begin with the ones at the forward part of the, of the torso, I guess we could say. And then right now there is a landing one, so let's add the notify for play sound. And let's name this the animal, footstep. Wait, how did I call it? Oh, MS elephant, oh, right. Yeah, sound footstep animal. Okay, I don't know why I didn't come up with footstep. Okay, let's copy it, go further. And there it touches again, the forward one. Not the ones at the back. Let's see. Here it touches, and here it touches. Okay, there we go. With that said, we should be ready to go. We have all of the things done. Now, maybe I think that 3000 is a bit too much. So let's go back to audio, go to animal, and in the max, let's put like 2.3K. Right? Так, ладно, понятно. Следующий, давайте посмотрим. Там что-то, может быть, уже будет интересное, но это не точно. Не точно. Так, подожди. То. Так вот. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Он делает player damage. Ой, какую гадость он делает. О, прям фу. Фу. Так, сейчас я настраиваю speed, скорость, да, и вырубаю. Так, есть такое дело. Смотреть. Так, открыть, включить, включить. И все подключить. Я отбегу с вашего позволения. Давай. Так. Включить. В принципе, What we're давайте going to do смотреть. is Он play надо some сделать sounds when we get hit. As you may remember from the start of the series, if I enter in third-person folder and the third-person character blueprint, you can see that we added this debug key that when we press 1 in our keyboard, we will just add a bit of damage into our character. And if I test this right now, and let me just, get rid of the animals for now so they don't disturb me, if I just hit 1, as you can see, I receive damage, but the only thing that changes is the health bar, and of course I die, but we don't have any feeling that we are being hit. So, the first thing I have to do is add some sounds. So let's go into the third-person character blueprint, and let's go and find our health system. In this case, we called it under the applied damage comment. As you can see, we will call our
player stats function to decrease our health, and if it's, dead, we will call the die function. So if we have not, died, what we need to do is play a sound at location. In this case, the sound will be the grunt that we already have in our project and that our AIs are using when they receive damage. So let's go to the audio folder, go into grunts. As you can see, we have here. They're basically this too. So let's go ahead and duplicate the knife stab meta sound, okay, because it will save us time. And let's go ahead and call this grunt1. Okay, open this up, as you can see, it will randomly just change the pitch. And let's put here, it will be death1. Let's save this and just duplicate this one over here, grunt2. Open this up, and of course, this will be now death2. And now every time that we play it, it will be a bit different, as you can see. And now finally, let's right click, go into audio and create a new sound cue. Let's call this sc underscore ms for meta sound, and then use grunts, right? And what we can do is randomly change between these two grunts. So we can extract them, make a random node, and each time that we play this, it will just select one of those two randomly. And now we can just go and select our scms grunts audio sound cue and just plug it here. And then we can say just get actor location, because that's the location that we want to play it on. And now, as you can see, when I press play and press 1, it will play a random hit sound, which is cooler. Alright, so now that's done, let's go ahead and just play some hit animations. So what we can do is right after we play sounds, you say play montage, right? And we can just play the anime montage, which is a bit more compact, and we can just select a hit. Now in this case, we have two of them, left and right, like we did with our AI at the start of the series. So we can just right click, create a variable, and just name this hit animations, right? Okay, let me I already had one created because I forgot to write it. Okay, you didn't see anything. It's because actually I had to re-record this, okay guys, because it didn't get my mic at first, so it's the second time I'm recording this, okay? So it's what it is. Anyway, so let me just delete this, right? This we go name montage. Let me just delete that. Sorry about that. So basically, just right click, create a variable, and let's call this hit animations, right? That's what we want. So if we just name this hit animations and we just compile, we can change the variable type from being single into an array. As you can see, this will just make difference of just being a single variable into a list. So if I compile, you can see that now I can add multiple ones. Now we have an error, that's why we need to hold Alt and disconnect it. That's okay. And now I can just press this button 2 times and just add 2 animations. In this case, it will be the hit for the left and also hit for the right. And now I can just get from this and say it's random array item, and it will just get a random animation from that. And now we can just go ahead and play that randomly each time, which is cool. So we can actually test that out. If I compile and just press play, press 1, you can see it will play a random hit animation, and that looks good but a bit weird, and that's because the character is kind of moving, but it's not moving in 3D space. Okay, so we just need to basically add some force. So what we can do is use the launch character node, and this will just add some force into a direction. In this case, let's get the actor rotation, right? And let's get the forward vector, which is the direction that our character right now is looking at. So let's go ahead and multiply this by a value, right click, convert it to a flow, so it's a nice number, and we can put something around, let's say like, 600, right? And let's plug that here. And you will see that now, when I press play and press 1 to apply damage, it is moving indeed the player, but of course, forwards. So first of all, let's decrease a bit the force. It was a bit too much, so maybe around 500 is a bit better. And of course, add a negative at the beginning, so it will be in the opposite direction. So instead of forwards, it will be a backwards. And now, as you can see, it does look great. It will move backwards. Now maybe it's too much still. I think that 300 would do the trick. So let's test this out. Compile, press play. Oh, that's great. So you can see now we receive damage and we go backwards, and that's really cool. Alright, so now with that said, we just need to add one last thing, which is like a blood red border at the screen, so we get the final character. We just need to add one last thing, which is like a blood red border at the screen, so we get the final feeling that we are actually getting hit. So let's go into the content folder, go into the UI folder, textures, and now we can just go ahead and get my texture, which is the damage border, drag it into Unreal Engine, and now it's here. So let's go back into the main widget HUD. Now we just get an image, drag it into the UI screen, and then if we open up the anchors dropdown and hold left control, I can click this full screen button, and it will automatically just make it full screen, which is what we want. Now let's rename this to be something as the damage HUD. Sorry, damage HUD, not damage image. And then let's select the image that we have just imported. All right, in this case, I will try to leave it in the description, but it's just one that I found online, okay? Very important, it needs to be transparent, okay? PNG, as you can see in this image, it has an alpha channel, that's why it is with transparency, okay? Very important. Okay, so with that said, by default, the alpha will be 0, so it will not be visible. And now let's create a new animation.
So in this case, this will just be like damage. And now if we select this animation, we can add the damage image into the track. And now when it starts, it will indeed will have the alpha to 0, but then a bit later, it will have the alpha to maybe like 0.7, right? We'll add another keyframe, and now a bit later, this will be back to 0 at a keyframe, okay? So now if I go ahead and zoom in, all right, I can change a bit this. Now it looks like this. It is a bit too fast and too weird. As you can see, that's a bit better. So we get, you know, instantly the damage effect, and then it will go away, right? Boom. There's damage, and it goes. Great. So with that said, compile and save. Go out of the animation preview, go to the graph. Now can just right click, create new custom event, and this will be just play damage animation, right? So if I know how to name this correctly, there we go. And now we can just get the animations for damage, and you say the play animation node. And with that said, we can just play that animation. So let's go ahead and just go to the third person character blueprint. Right after we launch the character, we can just get our HUD, which we already have a variable from, you know, previously in the series. And now we can just say play animation for our damage. And with that said, if now I compile, save, and press play, as you can see, each time that I receive damage, we have all things going at once with the border. Now I did choose a pretty ugly border animation. If you find a cool one, go ahead and choose it, and maybe I change it a bit later, but it is functional, okay? And that's what matters. Now I think that I want to do is also apply all of this you know, logic, basically the sound, the animation, the push, and the screen effect, also when I die, right, for 1 second. So let's go ahead and just select these two nodes, drag them to the end, hold Alt, just unpin the false, and then just connect this to here and connect this to here. Okay, so this will happen always when we receive damage. It doesn't matter if you're gonna die or not. Okay, it will play every time. And now I can simply just put everything on a nice comment. Move Так, а ну-ка, я вот эту вот историю forward, it will be сверну. backwards. And now, as you can see, it does look great. It will move backwards. Now maybe it's too much Верни still. меня вот сюда. Все, я сохраню пока. Сейчас попробуем. У нас, по-моему, она уже есть. Эта штука стоит. Сейчас все подключаю. Я ладно, оставлю вот это вот. Это подключаем. Так, давайте теперь наше все пробовать. Вот. Что у нас тут? У нас тут Corpse Melee is not valid. Blueprint. Интересно. Так. Ну да, он нас так отталкивает. То есть у нас есть эта история. Только она работает как-то через задницу. Теперь вопрос, где она у нас? Ага, вот он, Launch Character. То есть у нас берется Actor Rotation, Get Forward Vector, да? А зачем так через пень-колоду? Почему мы просто не взяли Get Actor Rotation? Мы же с Character это делаем. Подожди, ну да, все правильно. Вот, 700 это он вперед толкает. Да, надо назад. 300 поставим. У нас эта история уже есть. Так, ну это такая небольшая шлифовка, так сказать. Промазал. А как это так он промазал? Все равно как-то странно отталкивает. Да ладно. Так, хорошо. И это если damage falls, ну логично. Точнее, мы не мертвы, да? Вот, это если мы не мертвы, third person character, это apply damage, который в него влетает. Окей. Окей, хорошо. В принципе, оставим пока так. Давайте теперь reparent'ом займемся. У нас, значит, наш скелетон и вот этот вот AI enemy. Вот он, AI enemy наш. Что у них общее HP виджет. Надо будет добавить сейчас HP виджет. И BPC stats, player stats. Давайте новую папку. Human enemy. Сделаем вот этот вот, поедет туда. Сразу move here. Здесь мы создадим новый blueprint класс character. BP AI
мастер. Вот. BP AI мастер. И, соответственно, вот этого потом мы сделаем reparent BP AI мастер. Вот. Но мы пока reparent не будем делать. Пока настроим этот, чтобы ничего не сломалось. Бэкап у нас, в принципе, есть, так что все хорошо. Так, погнали. Мы должны добавить наш BPC stats. BPC stats. То есть это статы для него мы добавили. Потом мы должны еще добавить виджет. Я виджет просто скопирую, я не хочу его заново там настраивать, потому что он там со своими приколами у нас. Вот, и поместим мы его в mesh. Пониже. Ну, вообще он будет настраиваться сам отдельно, там для каждого выше-ниже, такое же дело. Так, потом, все, что касается этого виджета, а конкретно этого, нам нужно, короче, еще подключить наши... Так, ладно, это мы не забудем, а вот коллизию, collision preset мы забудем, поэтому мы сейчас сделаем collision preset, а потом уже интерфейсы все подключим. Так, здесь, значит, у нас ragdoll, owner ragdoll, пум-пум-пум-пум, ragdoll. Есть. А что касается капсулы, чтобы она у нас триггерилась на наш таргет, когда мы берем в таргет, ignore only pawn, can character step on, ну, подожди, мы, значит, что-то пропускаем тут. Pawn, ignore only pawn, no, generate overlap, мы что-то пропускаем. Что-то мы такое делали интересное. Collision preset ragdoll для mesh. Тут можно было сразу все, да, настроить. Это в этом. Ignore only pawn, use config this. Подожди. В принципе, все окей, да? Потому что в прошлый раз нам это немножко помотало, конечно, нервов. Что-то там намудрили. Так, значит, ignore only pawn и ragdoll, да? Так, где он тут? Вот он, ragdoll и ignore only pawn. Вроде все окей, вроде все так, как надо. Но мы сейчас попробуем его добавить. Мы в mesh какую-нибудь фигню сюда закинем, типа какого-нибудь арчера, да? Это не важно. Мы его закинем сюда. Посмотрим, сможем ли мы на него навестись. Он ловит. Он ловит его, это хорошо. Красная точка, это значит, что он его ловит. Вот. Здесь вот так вот. Должно быть. Хорошо, он его ловит. Это замечательно. Так. Он его ловит. Теперь нам надо подключить все интерфейсы, которые используются здесь. Это BP Damage, BP RPG Character, BP I Damage, BP Damage. Ты понял, да? Какая гадость. Не дописал, надо исправить. Интерфейсы. Что мы ищем? Дамаги, да? Вот он. BPI. Damage. Так, есть. BPI ты обновить, типа, или что? Все отлично. BPI Damage. Дальше нас интересует BPI Enemy. Нас интересует BPI RPG Character. Вот это, кстати, тоже фигня полная. Потом надо будет как-то его исправить, потому что нехорошо это. Так, и Update State должно быть еще. BPI Update State. Вот.
По поводу update state. Все, что касается update state, в принципе, у нас общее здесь. О, привет, что будет, если использовать все нужные функции в одном интерфейсе? Срач. Срач и отсутствие оптимизации. Ну, представь, у тебя 100 функций в одном интерфейсе, и тебе нужна одна, ну, там, две функции для чего-то, для какого-то компонента, тебе нужно всего лишь две функции. Ты закидываешь все 100 с лишним функций в этот компонент. Во-первых, он начинает это все в себе хранить, это минус оптимизация. Вот. И потом этим самым неудобно пользоваться. То есть тебе поиск надо искать. То есть ты открываешь вот этот вот вкладочку, допустим, предположим. И тут уже, как бы вот, представляешь, да? Вот, понеслась, да? А теперь представь, что у тебя их раз в 5-6 больше, а тебе всего лишь нужно какие-нибудь стоп-свимминг, допустим, и старт-свимминг. Представил? И ты вот эту всю пачку хранишь. Зачем? Это не надо так делать. Вот, поэтому мы там потом немножко его подкорректируем. Меняем. Потому что это ненормально. Так, то есть у нас здесь 4 damage, RPG character, enemy и state. Damage, RPG character, enemy, state. Все, мы добавили. Есть такое дело. Дальше, что у нас еще? Общего у нас функция init params. Вот этот кусочек у нас не общий, потому что он с разных этих будет тянуть, а вот этот кусочек у нас общий. Вот, потому что он будет из него запускать этот, только current, к сожалению, он должен будет вытащить из нашей VPC stats. Сейчас, короче, мы вот это вот копируем. Ctrl-C, отправляем сюда. На begin play. Так, Ивантик, уходи, это тоже уходи. BPC stats мы меняем вот этим вот. Да, и вот это тут тоже поменяйся, пожалуйста. Так, compile. Пока что вот так вот. Это мы сейчас настроили, чтобы он у нас реген включал, да? У противника был реген. То есть там, ну, у всех будет реген, да? Если нам надо выключить у кого-то специфического, мы выключим его. Это не проблема. Вот, соответственно, отсюда мы его уже можем удалить, пока не удаляем. Пока оставим. Дальше, что нас еще интересует? Нас интересует... Это у нас не общее, это чисто для этого. Это мы что-то тут делали страшное. Это мы оставим потом. Вот это у нас общее. Это мы сразу копируем. Сразу сюда вставляем. То есть это у нас общак. Вот это будет общим. Это будет общим. Дальше. Ух ты, ё. Это личное его. Это тоже личное его. Тоже наш костыль. У этого. Что нам у этого надо, чтобы передать тому? Да, в принципе, ничего. В принципе, мы уже все сделали. То есть нам нужно удалить, получается, вот этот вот кусочек с хп-виджетами, да, и прочим. Единственный момент, что это полная фигня. Как вызвать, как это вообще делается? Ладно, сейчас разберемся. В чем тут проблема? Мы запускаем апдейт, вот этот вот апдейт, но есть проблема. Init статов происходит у нас в чайлде. Init статов происходит в чайлде. То есть, соответственно, вот этот вот VPC stats, у него current HP и max HP будут пустые. Там ничего не будет. Там пусто. И он, получается, сделает update progress bar BPI, вот этот вот, который над нами, да, и activate. Кстати, update это вообще плевать. У нас activate работает. Нам вот это делать тогда вообще не надо. Или подожди, что происходит в этом виджете, в HP виджет? Где наш HP виджет?
Надо посмотреть конкретно, что мы там делаем. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Где он? UI. Вжух. Вжух куда? А где? Прогресс-бар. Вот он наш этот, да? Прогресс-бар, да, мы ж вызываем там, да, прогресс-бар. Так он ничего не делает, он просто процент устанавливает. А наш begin health, вот этот он, так он запускает то же самое, increase, он запускает increase health, вот, который делает update HP bar BPI в овнере. Подожди, update HP bar в овнере. И наш update HP bar. Update state, update HP bar, вот он. Ага. Нам еще нужно перенести вот этот вот update HP bar и update, но этих у него нету, так что update HP bar нам нужно перенести. То есть вот так вот мы делаем Ctrl-C, ищем здесь его update state, вот update HP bar, и сюда мы его вставляем. Сюда мы его вставляем. Current передали, max передали. Все типа success, нашу заглушечку. Так. Соответственно, нам тогда нафиг не надо вот этот вот кусочек. Если мы делаем Activate Regen Health из BPC Stats, вот, он-то, конечно, там немножко покуролесит нам. Вот, он нам немножко покуролесит. Конкретно в чем будет проблема? Он запускает этот Activate Regen Health. Он запускает таймер. Через какое-то время, там только через секунду, а он уже следующим кадром, получается, запустит и передаст всю информацию. У нас же реген спид, там где-то, по-моему, секунда стоит, да? Он запустит таймер, он запустит здесь, получит данные от нашего овнера, что нет ли стоп регена, то есть не получили мы урон, потом SDED отсутствует. Если все окей, то он запустит Increase Health. Increase Health, в свою очередь, вытащит наши Health и даст +1. Даст +1. Вот. Сейчас, секунду. Даст +1. Потом он запустит вот этот update HP bar. А в свою очередь update HP bar наш, который вот, он-то как раз таки и обновит наш виджет. Вот, соответственно, нам здесь апдейт не надо делать, и это все решает проблему того, что мы вот здесь вот устанавливаем параметры наши. Как тут много всего, ну подожди, закрой. Вот, init params, который наш, это решает вот эту вот проблему. Хорошо, это замечательно. Вместо дами мы его сделаем, да? А что у нас в даме? Вот это, кстати, очень интересная вещь, потому что нам помимо этого, нам надо еще отнаследоваться от... Не отнаследоваться, а нам надо кое-что поменять. По-моему, АИ... Пум-пум-пум-пум, АИ контроллер. Или, в принципе, у каждого там свой. Мы, в принципе, так его настроим, да? Ладно, это фиг с ним. Где наш дами? По-моему, через задницу он там где-то находится у нас, по-моему, в нашем чарактере даже. Вот здесь вот, да. Какая гадость. Что в нем у нас здесь? Ну, апдейт этот мы уже сделали, хорошо. Потом это мы сделали, это у него overlap, это у него overlap. А он наследуется от дами наш, вот этот вот? Не, он от чарактера наследуется. Вообще не наследовали. Так нафиг он нам нужен, этот дами? Init param assassination. Это мы можем сделать assassination? Есть он? Где наш assassination? Вот он. Да, есть.
Фу, какая гадость. То есть мы не наследовались даже, мы просто все скопировали. Фу. Фу-фу-фу. Фу так делать. Но ролл у него... Ролл-нейм у него даме, да? То есть мы можем его, в принципе, удалить. Я тут. У нас яичница. О, это хорошо, это хорошо. Так. Подожди, ты нам не нужен. Таск я уже объяснил, показал. Behavior 3 нам не надо. Так, наш анимационный блюпринт нам не надо. Этого не блюпринт нам тоже пока не надо. Это я сейчас тут пытаюсь очистить. Так, хорошо. Так, 20 тоже закрыть. По поводу дами, если он, в принципе, никуда не наследуется, мы его нигде не используем. Здесь у нас его, в принципе-то и нету. Будет ругаться как-то. Сет с дами только. Ну, все, до свидания. Так, хорошо. Мы от него не наследуемся, замечательно. Это прекрасно. Сейчас все сломалось, да? Не, подожди, надо этот вытащить, аишку нашу. Жук. Давай. Да, тут парень, конечно, такой интересный. Так, лупит больно. Так, надо его удалить. Он тут не нужен. Хорошо. Хорошо, вот наш enemy. Еще раз смотрим. Assassination нет, это личное его. Init params. То есть получается, если мы сейчас отнаследуемся от AI Master, BP AI Master, давайте отнаследуем нашего AI name этого. Мы удаляем вот этот кусочек. Он нам здесь не нужен. Activate Regen Health нам тоже не нужен здесь. Это первый момент. Потом нам не надо здесь делать вот этот вот кусочек. Нет, подожди, этот надо. Вот этот не надо. Midget. Мы удаляем его. Потом, в принципе-то и все. В принципе-то и все. Ты сам смуту случайно не сделай, в смысле. Это предостережение, это вопрос или это предложение? Так, теперь нам надо BP AI Master сделать. Следовать сеньора, parent делаем BP и мастер. Following interface are already implemented. Continue remaining. Нет. Надо удалить предостережение, хотя сделать что-то ее уровня уже челлендж. Ну, типа, да, в каком-то смысле, да, это челлендж. Так, фу, нам надо отключить эти все интерфейсы. Он сейчас ругаться будет. Сейчас ругается. Сейчас мы все поломаем, да? Было reparent просто делать. Сразу и не морочиться. Так, reparent. API Master. Делаем compile и офигеваем от количества ошибок. Так, а ну-ка, если мы... это все равно фигня вылезет, да? Ладно. И, блин, это все в функции залетело, да? Чиним тогда. Attack Sphere Trace BPI, вот он, да? Протянули, перетянули. Это удалить. Прикинь, захотят сделать Devil May Cry про Ваньку дурака и Лешего, я посмотрел. Слушай, ну да, это как-то мощно, да? Так. Стоп комбо BPI у нас есть. Где наши комбо? Атак, атак enemy, атак
BPI и атак BPI, да? Нам надо комбо атак, атак BPI, комбо атак. Вот есть атак BPI, комбо атак и стоп комбо. Так, все три идут туда. Так, стоп комбо сюда залетает. Потом комбо атак залетает сюда. Именно атак BPI. Так, где он еще нашел ошибки? Apply damage BPY. Ага, ты нам всю эту похерил, да? Где наш... Не понял. Где наш apply damage? Мы же добавили дамаги сюда в качестве интерфейса. Молодец. Так, damage. Damage есть. А функции нет. Почему? Is already used. Так замени ее. Есть replace какой-то? Ага, мы просто делаем вот так вот, да? Делаем compile. И у нас, в принципе, ничего не изменилось. Add call to parent function and call to add a node that calls this function parent. Вот так вот эта штука делается. Вот это интересно. Все запомнил. Это я запомнил. Так. Add function to event. Это плохо. Так, подожди, ладно. Мы вот этот кусочек скопируем, тогда все просто Ctrl-C сделаем. Apply damage BPI. Где ты его нашел? Вот он, апдейт этот. Мы его удалим вообще полностью. И вот он появился здесь у нас, пустой. Сюда это добавим. Этот кусочек мы удалим. Так, сюда перенести, damage сюда перенести. Овнера сюда перенести. Да, он пока этот пропускает, все правильно. Точно, create local damage. Local variable. Так, он создал ее, да, создал. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все отлично, да? Get base aim rotation. Что тут было? Было ли тут что-то вообще? Она просто создал его и все. Из-за того, что гетеры у нас... Ну да, вот из-за того, что у нас это плохо. Кстати, что за игру задумал-то? Это сложный вопрос, это сложный вопрос. Такой обширный ответ, это типа РПГ в стиле medieval стиль. Так, character reference, вот это нам надо оставить, то есть нам надо self передавать. Вот, self мы пока скопируем. И get ref character мы вот этот удалим. Здесь у нас он по get ref character. Сюда self мы передадим. Compile. Equipment weapon. Вот это вот очень интересно, потому что он не использует у нас equipment weapon, он у него пустой. Это для нашего персонажа. Для игрока требуется. Так. Compile. Какие еще ты хочешь? Тут DES-BPI. DES-BPI это надо все скопировать. Ну, кстати, некоторые вещи на самом деле они должны в паренте делаться. То есть установить, что вот этот вот... мы сейчас, короче, сделаем. Сейчас все это сделаем. Сейчас только перенесем. Ctrl-C. Вот так вот сделаем. Ctrl-C. И вот этот удалим. Вот. Des BPI из функции мы удалим. Это used. Где она used? Функции. Ты что, дурак? Удалить des BPI. Или used.
Yes, короче, разберемся. Где DES наш? Вот он. Вставляем. Аппаратура нода есть? Есть. Это убираем. Масштабные такие перестановки. Так, init equip у нас пустой. Где наш init? Init params. Нет, init equipment. Init equipment, вот он. Мы удаляем. Дальше у нас pickup item. У него отсутствует pickup. Pickup item мы удаляем. Get inventory character у него точно отсутствует этот getter. Много осталось. Get character weapon тоже. Sprint BPI у него отсутствует. Control Sprint BPI, вот он отсутствует. Дальше set crouch BPI тоже туда же улетает, в помойку. Блин, а вот в следующем в скелетоне попробуем сразу добавить, посмотрим, что будет. Потому что мне чуть не понравилось вот этим заниматься. Так, вот state character это важно. Get character state BPI. Мы его удалим. Get character state. Вот, кстати, тут проблема. Я, кажется, кое-что понял. Там наворотили делов, прям будь здоров. Так, get character state BPI, где он? State, вот он, удалить его. Здесь мы его должны добавить. Get character state. Да. Так, this я не закрою, потому что нам сейчас надо будет кое-что с ней сделать. Она у нас в определенный момент здесь вызывается. Мы ее удалили. Это проблема. Проблема, потому что я хз, где это было. Плюс у нас здесь еще виджет. А какой виджет? Виджет обычный, да? Что здесь находится? Это не тот виджет, это обычный виджет. А тот виджет мы нигде здесь не используем, потому вот этот вот можно удалить. Если не удалиться, то это этот. Да, этот мы не можем удалить. Так, хорошо. Get Character Movement BPI. Это нам надо. Character Movement. Get Character Movement. Уже весело, да? Так. Дальше. Enemy Attack Монтаги. Вот. Axe Combo. Enemy Attack. А почему Axe Combo? Attack Монтаги. Ладно, я это пока скопирую. Enemy Attack Монтаги, но, по-моему, он вызывается у нас где-то здесь. Так, Монтаги или нет? Нет. Какая гадость. Там, кстати, был функция. Ну да ладно. Assassination. Assassination надо весь скопировать, еще и эти перевести, провести. Да, ух ты, какая гадость тут. Да ладно. C. Где тут enemy assassination? Assassination просто. Так, update level widget, он пустой. Можно удалять. Я не буду. Update level widget, удалить. Дальше. Все зависло нафиг, отлично. Ну, блин, бывает. Чего уж там. Так, открой мне, пожалуйста, обратно, да.
Вот зачем так делать? Так, а и мастер у нас, значит, здесь сидит. Продолжаем. Компайл нажимаем. У нас все работает. А почему? А вот фиг его знает. Он типа все поправил, что ли? Или он reparent? Это не сохранялись. Это не сохранялись. Ай, начинай сначала, да? Как говорится. Это не сохранялись, поэтому все пошло в задницу. Это печально. Это прям очень печально. Так, ладно, давай тогда попробуем сразу отнаследоваться и посмотреть, что будет. Reparent, BP, и мастер. Вот, да, reparent мы сделаем. И он наши функции обратно засунул, да, то есть он нам как бы все равно все сломал. Все равно все сломал. Подожди, ага, вот. А, нет, подожди, вот у нас все есть здесь. А что это он нам BPI туда засунул? Trace BPI, не понял. Compile. Все работает. Light damage, вот, допустим. Это функция. То есть все, которые закрытые, он что ли оставил, а те, которые открытые были, он поменял их? Потому что вот, допустим, event attack, он у него вообще отсутствует в функциях. Так, но мы знаем, что вот это нам не надо. Потом нам не надо set crouch, sprint, get reference. Подожди, то есть он серьезно его, те, которые закрытые были, он их, те, которые закрытые, он, короче, не поменял, а вот те, которые открытые, он ивенты заменил. Все равно так лучше, окей, хорошо. Мы скомпилировали, у нас все сохранилось. Вот. DSBPI у нас здесь, да, и все повторяем, короче. Прикольно. Ctrl-C. Вот DSBPI у нас пишет, что она уже используется, поэтому мы нажмем «Нет». И мы сделаем такую замечательную вещь. А мы даже переименовать его не можем, да? Ладно. Не-не-не, не тот. Не Ctrl-Shift-F. Нам надо Ctrl-F. Des API. В apply damage вызывается des BPI. Вот. То есть вот он вызывает функцию, а в apply damage должен вызывать как раз-таки другую историю. То есть мы, получается, копируем вот этот вот des BPI, который функция. Ctrl-C. Потом мы этот des BPI удаляем. Yes. Появляется здесь, мы его добавляем. Вот. Добавляем, делаем compile, мы идем в наш apply damage, и вот здесь вот он, кстати, должен был начать ругаться, потому что у него отсутствует этот des. Подожди, у него присутствует des. А что мы сделали только что? Я ничего не понял. Почему мы опять функция? Это что за магия? Что это такое? SBPI, закрой ее. SBPI мы удаляем. Yes. Вот появляется обычный BPI. Мы его открываем. Он его обратно сюда бросает. Это интересно, что за магия? Это из-за того, что он применяется здесь, что ли? Давайте его удалим отсюда. Удалить. Ты посмотри, какая гадость. А что это за фигня? А зачем так делать? Подожди, удалить. Compile. Ты посмотри, какой засранец. А зачем так делать?
Мы не можем конверт сделать function to этот самый event. Я, кажется, понял, да? Я, кажется, начал понимать. У вас все работает, все здесь отлично. Всё здесь хорошо. И, кстати, некоторые штуки тоже можно перенести в эти. То есть это, походу, он ее конвертирует в функцию, потому что он ее вызывает из из парента типа. Вот, то есть у нас все работает. Если мы сейчас запустим этот, он должен будет работать. То есть, допустим, предположим, чисто теоретически, мы возьмем и сделаем, во-первых, мы удалим наш скелет, чтобы он нам не мешал. И добавим вот этого хумана. И удалим у него некоторые вещи. Вот что у нас общего во время des BPI, которое происходит, да? Вот он добавляет des, потом он mesh делает simulate, и capsule component, в принципе, он должен делать no collision, да, вот он делает. И mesh он делает physics only, да. И HP widget destroy компонент. Но здесь еще всякие приколы, да, для enemy destroy. Поэтому destroy мы не делаем, этот мы не отключаем. Character movement повторяется. То есть мы, в принципе, можем вот этот кусочек скопировать весь. Вот этот вот и вот этот вот. Пойти в наш этот parent, открыть его DSBPI. Вот. И вставить в него сюда. Плюсом есть такая замечательная переменная, как character state, которая у нас общая у всех будет. Так что ее можно тоже назначить parent. Ладно, у меня важнейшая задача пойти стрижку, на лучшее настроение, без убийцы Dark Souls и древних свитков может не выключать эфир. Хорошо, давай. Так, только я, наверное, уже поздно прочитал, но бывает. Так, нам, значит, вот этот вот character state можно, в принципе, назначить. Соответственно, отсюда мы его можем убрать. Если мы его сейчас уберем отсюда, он будет ругаться. Create variable character state. Делаем compile. Здесь мы еще не сделали compile. Мы character state вот это тут просто берем и делаем delete. Yes. И он везде его поубирал, засранец. Блин, мне не надо, чтобы он его убрал. Так, ну в любом случае мы-то здесь его удалим, уже вот этот кусочек. Add gameplay tag, mesh, тыры-пыры тролливали, то есть по вот этот вот кусочек удаляем. Также мы удаляем вот этот вот кусочек. Вот, а вот здесь нужно сделать такую замечательную вещь, вот такую вот. То есть мы вызываем парентовский, вначале происходит парентовский. То есть когда вызывается у нашего этого DSBPI, он вызывает парентовскую, то, что в паренте происходит, а потом уже все остальное. Вот. Окей. Окей, хорошо. Сунули сюда. Единственный character state вот есть. Теперь нам надо как-то с ним разобраться. Где мы здесь применяем character state? Character state, где мы его применяем? Он испарился отсюда, да? Так, откуда он еще? Ух ты, какая гадость. Пока что я этот добавлю, потом сейчас исправлю все. Двойную работу, так сказать, сделаю.
Хотя подожди, зачем тогда делать двойную работу? Мы вот этот вот сделаем пока. Child. Вот, да, нажмем вот так вот. Он везде все поменял. Молодец. И мы здесь делаем child. Вот он, да? Ага, он их все вернул, то есть на место. Он все вернул на место, просто они не отображались. И вот они здесь пустые стоят. Те, которые мы использовали, да? Хорошо. Child. А вот у нас есть еще character state просто. Character state, который от нашего родителя. И вот нам надо теперь везде, где мы используем вот этот child, поставить character state. Его скопируем. И вот таким вот образом везде поменяем. Давай. Вот, мы его везде поменяем. Так, этого уже нету, этого нету. Этот есть. Сделаю поиск. Свежак нашел. Так, все это мы заменим, хорошо. Тщательно осталось чуть-чуть или нет? Что за покемон? Character State Check. Ну да, тут тоже надо, да. Наш тот нод, который сжатый такой. Так, открываем. Файл. Еще раз проверяем. Еще осталось. Тут что-то завис. Ага, вот развис. В сюда передали. Остался последний. Это там, где мы передаем. Насчет передачи. Где вот тут? Get character state, да? Вот есть get character state. На самом деле он нам нафиг не нужен здесь. Вот. Мы обращаемся здесь и делаем его здесь. Get character state. Жук, и вот он. Вот, и абсолютно все то же самое надо сделать там. То есть такие параметры, которые мы получаем, нам они нужны будут везде. Чтобы это потом нам не повторять, мы это сделаем здесь. Так, а ну-ка я вот это тут сверну. Нормально, нормально вроде. Так. Подожди, SBPI подождет. Еще раз смотрим, все ли мы сделали. Просто тут у нас переменная, да, если мы делаем character state child, мы его удаляем, то у нас, в принципе, ничего не ломается. Дальше. У нас там еще что-то, да? Должно быть общее. Нет? Вроде нет. Из переменных имеется в виду. Теперь можно протестировать по поводу des, работает или нет. Возьмем наш лук. Где он? Попади в него. А что ты не это самое не отталкиваешься? Ага. То есть он как бы помер, но он как бы не помер. Если что. Так, а что у него с ХП? Ну, ХП у него не работает замечательно. И у него не работает получение урона, походу, у него не работает. Ошибок нет. Вот это прикол. Это прикол. Так, почему у него виджет не работает? Мы сделали его сюда, да? Я, кажется, понял, почему у него виджет не работает. Потому что нам нужно вызвать этот же event.
который event hp widget BPI, вот этот вот, да, у нашего child hi, нашего child вызвать hp widget BPI и сделать вот эту вот штучку. Вот. Это что касается виджета, да? Где он там? Вот он. Ага, и это нифига не помогло. Так, ну вот он 2 раза оттолкнулся, это значит, что он получал урон. Теперь он не получает урон. То есть у нас нифига не работает. Так, почему у нас виджет не работает? Потому что у нас их 2. Этот виджет надо убрать. Compile. У нас сломался таргет. Потому что таргет был update hp bar, использовался для этого таргета. Ему нужно теперь этот таргет. Compile. Дело было в этом? Дело было не в этом. Ну, а этот мы не можем удалить, да? Да, это парентовский, мы не можем его удалить. Хорошо, давайте тогда функциями. Update hp bar. Update hp bar у нас используется в паренте, то есть нам не нужен update hp bar. Рум-пум-пум. Update hp bar нам не надо. Так, это мы не используем. Дальше. Get inventory character. Он не используется. Character movement. Character movement мы можем в паренте передавать его. Get character вжух. Ну где он, вжух? Вот он. Да, соответственно, здесь он нам не нужен. Get character movement. Weapon. Weapon ему не надо. Climb movement ему не надо. Квесты ему не надо. Статы ему не надо. Aim rotation. Aim rotation ему не надо. Reference. Reference мы, по-моему, уже передавали, да? Или нет? Get ref character. Вот, соответственно, здесь ему не надо reference. Хорошо. По поводу атак. Enemy атак монтаж BPI. Это лично ему надо эта штука, но я бы хотел, чтобы она была в блюпринте, блин, а не здесь. Мы ее где вообще используем? Она здесь всего лишь объявляется, мы ее вытаскиваем, но потому что это этот. Хорошо, мы сделаем типа Ctrl-C. Мы сейчас попробуем ее enemy. Так, Монтагия. Ага, он создал этот, да? Вот, мы вот так вот его сделаем, мы, по-моему, не вызываем, мы как-то заглушкой его, что ли, делали. Так, Des BPI наш нифига не фурычит. Equipment init у нас убрать. Apply damage. Вот apply damage нам надо настроить. Apply damage нам надо настраивать. Так, мы его копируем. Apply damage. Мы его удаляем. Где наш apply damage? Apply damage вот, и он все равно отправляется сюда, засранец. Здесь, init equipment нам не надо, да? Хорошо, play damage, допустим, мы оставим. Assassination. Assassination тоже не захочет. Init params. Init params это просто функция. Пикап. Пикап у него ничего нету. Override, да? Плохо. Так, теперь давайте думать, почему он не захотел выполнять. Хотя вот эта вот штучка нам не нужна по факту. Что происходит, когда он получает урон? Где наш apply damage? Вызывается вот apply damage. Он берет и вызывает в акторе apply damage по интерфейсу. Но из-за того, что у него нет интерфейса этого apply damage, он нифига не делает.
Так, ну, в принципе, мы можем убрать этот, чтобы он тогда нам дал success. Нам тут он нафиг не нужен, правильно? При этом кто-то знает, как сделать круглый прогресс-бар. Бордер ему, округли его. Я в предыдущем проекте уже делал такую фигню. Просто бордер ему ставишь half size, он делается круглым. А потом назначаешь там заполняться сверху вниз, снизу вверх, там слева направо, справа налево и все. Вот как ты бордеры ставишь для обычного этого вот, он с закруглением, только там есть half size, по-моему, так называется. Он тебя закруглит. Хорошо, get reference, это все понятно, get что по поводу apply damage BPI? Add call to parent function. Сделать, может быть, вот так вот он захочет. О! Так, а реген работает? Реген у него не работает. То есть реген мы ему сломали. FP виджет конкретно. Сейчас будем чинить. И des BPI надо чинить. Так, чинится это походу таким образом, что нам нужно вызвать вот эту штуку в нем. Из того, что мы делали через задницу. Des BPI. Тут, кстати, вызвана она. Пум-пурум. Des BPI не сработал. А потому что в apply damage у нас в apply damage вот тут вот он же должен вызвать des BPI. Вот. Снова ку-ку. Так. Должен вызвать des BPI. Отключали. Блин, какая-то фигня получается. Так, и финал. Есть, все работает. Хорошо. Сделали reparent. Только надо еще сделать виджет, чтобы нормально работал. Что не так с нашим виджетом? Что не так с нашим виджетом? Почему он не работает? Init params. Init params отпадает. Так, это закрыть. Закрыть. Init params отпадает. Attach нас не интересует. Вот он виджет, event hp виджет BPI, да, он вызывает у этого, то есть он у овнера вызывает этот state hp bar. Может быть, типа опять ему надо вот эту вот штучку добавлять. Типа такого. Стой. Ага, текст-блок, замечательно. То есть он обновление не прошло. То есть вот когда он получит по голове, но обновление пройдет. Топор взять, ну да ладно. Вот, и он, получается, обновил его. Подожди. Ну да, 25, то есть реген не работает. Ай, больно. Так, а реген не работает, потому что почему? Ну, вообще реген не работает. То есть он не запускает реген, и он не запускает этот. Ага, привет. Это что такое? Так, смотрим, где мы используем BPC stats, player stats, вот этот вот. Вот оно в чем дело, get. Угу. А должен он здесь назначать его. Так вот. Так, должно происходить это, во-первых. И apply damage должен происходить туда же.
Вот, наверное, поэтому это все не работает, потому что decrease health вызывался в другом компоненте. Так, больше мы... А, нет, еще... Что это такое? То есть больше нигде, да? Мы его удаляем. Делаем compile. У нас нифига все равно не работает. Больно. У нас все равно нифига не работает. Так, как у нас происходит этот Activate реген HP происходит, да? Activate реген HP, get character state BPI, он достает state, проверяет, делает increase health. Target self. Target не должен быть self. А, нет, подожди, target должен быть self, все правильно. Increase health делается и передает сюда HP bar, update HP bar. У Обнера, да? Вот он, update HP bar. Называется каждую секунду. А подожди, может быть у него равен просто этот нулю? Где таблица с нашим enemies? Вот. Он же как делает свой init? Init он достает из base enemy, из dummy, да? Таблицу. Base enemy, dummy, да нет, у него реген есть. Причем у него 100 хп сразу. Давайте ему... подожди, это стамина. Вот его хп 75. Ну да, мы 25 отнимаем стычки, то есть у него сразу 50 становится. Значит, все принимается. Значит, все работает хорошо. Так, скелетон, подождешь пока. Теперь вопрос, устанавливает ли он... Логично, он установил. Единственный вариант это activate regen health делать все-таки в этом. Вот здесь, короче. Activate regen health делать. Посмотрим, сейчас что-то изменится. Да, вот, совсем другое дело. А почему он там не захотел его делать? Почему он в паренте его не захотел делать? Так, ген все работает, все хорошо. Я, кажется, знаю почему. Я понял почему. Так, значит, мы берем из enemy, убираем этот в init params, убираем activate regen hp, делаем его Ctrl-X, сюда передаем, все, я понял, почему оно не работало. Потому что вот здесь на begin play мы не запустили эту штуку. Ага, шел я нафиг, да? Там же по нулям. Тогда это вот сюда пойдет. То есть мы запустим парентовский вот этот init здесь. Ага. Пошел я нафиг, как бы все равно. Ну да, я сюда-то его не добавил. Молодец. Молодец. Сам-то не добавил его в этот. Думаю, почему он не работает? Действительно. Он же он не работает. Стой. Дайте таргет взять. Да ты мразь.
Ну ладно, это может быть из-за того, что init params происходит, то есть нам надо позже делать, так как там пусто, и он запускает таймер, правда он каждую секунду спрашивает, как бы, поэтому он должен все равно работать. А не, вот теперь работает, смотри, после запустили, то есть после init params надо все равно делать. Вот. После init params надо делать, хорошо. То есть все, мы сделали reparent, у нас все работает, у нас все хорошо. Э, Так, это по поводу оверрайда, то есть то, что у нас перегружены функции, вот эти вот, да? Assassination. Перегрузили ее. Params, Assassination, Play Damage, DSBPI. Насчет Play Damage. А мы в нем уже. Некоторые вещи, в принципе, у нас... нет, у нас тут разные они. Со скелетоном немножко не совпадает. Это DSBPI совпадает. Play Damage у нас не совпадает. Так, где наш DES? Так, а вот по поводу target lock. Target lock у нас все равно тот же самый повторяется. Get character state quest kill, да, но kill это ладно, тут может быть разное. А вот этот вот target lock у нас все равно должен быть находиться там, то есть мы его отправляем туда. Вот. То есть target lock мы удаляем, сюда переносим, и в паренте мы в DSBPI сюда мы его вставляем, потому что он у нас будет всегда вызываться. Это то, чтобы у нас при смерти таргет сбросился. Вот. И в случае, если кто-то есть рядом, он на другого перебросит таргет. Вот. Очень хорошие функции. Так как мы его перекинули, соответственно, он здесь применяет их уже. Так. Здесь на будущее проверка на ком таргет. Я оставлю это напоминание себе. Файл. И теперь надо скелетона перевести. Скелетона перевести, у нас все будет хорошо. Так. Так, надо сохраниться. В принципе, делать то же самое, что и делали там, да? То же самое, только у скелетона поменьше, что всякого нехорошего. Character state, давайте сразу мы его child переименуем. Name не пойдет, local damage это заглушка, чтобы что? Подожди, это не заглушка, это обсер. Вот этот local damage, он объявился не как локальный, а как какая гадость. Play damage BPI. Ах ты гадость. Ладно, тут немного его. Так, локальную variable создать. Local дамаги float. Сделаем set. Сейчас главное не запутаться. Он там, по-моему, подписывает, да? Set the new variable. Ага, фиг там она подписывает. Ничего не подписывает. Так, потом достаем из локального вместо это. Какой где? Дело не пойдет. Достали, подали. Достали, установили. Вот. Потом мы еще им воспользовались вот здесь вот. Да? И в принципе все. Это надо. Надо. Так.
Пум-пурум-пум-пум-пум-пум. То есть мы можем этот удалить, да? Все хорошо. Короче, делаем reparent. Погнали. Reparent blueprint. BP. AI мастер. Вот он. Вжух. И у нас тут все поменялось, поломалось. Так, начнем с BPC Stats. Мы ищем, значит, BPC Stats 1. Первый пошел, вот он. BPC Stats мы наш вытаскиваем, сюда подаем, удаляем. Потом нам не надо вот этот кусочек. Да, да, нам не нужен. И нам не надо этот кусочек вообще, в принципе. Единственное, что нам надо, это вот здесь вот, вот этот вот нод, чтобы он вызвал после уже, да. То есть вот этих уже нет, так, обновляем. Остался один, вот он. PC Stats. Сюда полетел. Compile. Все, он больше его нигде не находит. Первый удаляем. Так, значит, вот этот виджет, он по-любому где-то у нас присутствует. Нам надо найти теперь, где он присутствует. Вжух, 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 вжух. Так, вжух. Насчет вжух. У нас вот этот вот удаляется кусок. Подожди, или пока ничего мы не удаляем. Пока мы ничего не удаляем, вот это просто меняем местами. Вот, пока просто меняем, пока ничего не удаляем, пока просто меняем. Update, ладно, меняем. Потом можно что-то потерять так. Так, делаем compile. Еще раз смотрим, все ли мы сделали. Да, все можно удалять. Вжух и удалили. Все, есть контакт. Теперь по поводу геттеров. Get base aim. Этот удаляем отсюда. Не надо. Get character stats. Не надо. Get character quest. Не надо. Climb moment. Не надо. Reference. Reference мы передаем уже. Inventory character. Не надо. Character weapon BPI. Не надо. Character state. State мы передаем уже. Не надо. Movement. Movement мы передаем уже. В любом случае, так что не надо. Equipment weapon. Он вообще его не использует. Можно удалять. Pickup item он его не использует. Control, sprint. У него нет такого. Set crouch. У него нет такого. Update state. Update level точно. Stamina точно. HP. Пока не трогаем. Assassination. У него отсутствует Assassination. Death BPI. Init equipment удаляет. Apply damage. Пока не трогаем. Нам надо вот с вот этими тремя перегруженными функциями, да, разобраться. Апдейт HP. Как мы его делали там, где наш апдейт? Мы его просто удалили. И вот здесь у него в update states отсутствует. Подожди, а как это так? Вот он, update states. Ага, он вызывает. Подожди, так может быть он нам тут вообще не нужен? Update HP bar. Удалить. Он в паренте вызывается. А ну-ка. Ну да, он в паренте вызывается, он там нафиг не нужен. То есть мы его можем и здесь удалить, update HP bar. Так, а вот здесь надо аккуратно быть. Что у нас, значит, здесь находится? У нас здесь находится таг, добавление тага. Убираем collision, точно, да. Mesh, да. Этот нет. Movement, да. Movement, mesh, character movement. Потом с таргетами еще, да. И таргеты. Так, ты у нас двигай сюда. Ты у нас двигай туда. Еще таргеты надо удалить. Сейчас удалим таргеты. Так, таргеты удалить. Это у нас двигается сюда. Вжух. И нам надо вызвать parent. Parent SBPI, вот он. Есть контакт. Проверяем на ком таргет. Все есть.
Вроде бы все, да, то есть у нас вот так вот он выглядит и здесь. Но Destroy он тут большой, а тут маленький, в принципе. Да? Ну да, и DSBPI, подожди. Ну да, у него этого нету. Хорошо, это мы сделали. Что касается Apply Damage, Apply Damage наш сломался. Что у нас здесь находится в Apply Damage? В принципе, пусто, логично. Что сломал нам вот этот товарищ и что нам надо сделать? Нам надо все поменять обратно с set local variable. Зачем у меня сломал set local variable мой? Local мы подаем сюда, здесь делаем set false, передали. Вот. И вот сюда мы еще должны засунуть. Вот, в принципе, больше никуда. Здесь DSBPI вызывается, compile. В принципе, все. А в принципе-то все. То есть мы полностью... Ага, мы еще должны вот этого товарища проверить. Так, Ctrl-C. Везде, где он есть. Надо его заменить на обычный character state. Get character state. Делаем Ctrl-C. Везде, где есть child, удаляем их. Так, сюда. Чайлдов тут много. Так. Идем по порядку. По порядку того, как оно нашло. Так, apply damage тоже у нас здесь проверка идет. Хорошо. Хорошо. Делали compile. Типа еще раз проверили, нет результата, все отлично. Можно удалять, значит. Удаляем. Замечательно, избавились от переменной. Круто. Круто, круто, круто. Еще раз. Мы, кстати, не того сейчас проверяем. Ну да ладно. Хорошо. Теперь будем проверять того, кого надо. Где наш скелетон? Где наш скелетон? Это все. Трогаем. Нас интересует. Подожди, нет. Стоять. BP Corpse Millie. Ага, вот он затерялся. Засранец. Так, мы делаем ОК. Значит, экипируемся. Проверяем. Так, виджет у него не работает. Это первый момент. Ага. У него не работает. Хорошо. Сказал замечательно, да? Почему? Он же на Begin Play тоже делает, да? Это что? Так, не там. Так, Begin Play. Вот он запускает Begin Play. Этот Begin Play запускает Activate Regen BPC Stats нашим. Вот BPC Stats, который у нас здесь присутствует. А здесь он вытаскивает из enemies, как раз таки статы записывает, да? Тут все хорошо. Почему виджет тогда не работает? А зачем я вообще здесь mesh выбрал? О, блин, зачем я в папку залез? Где он? BP AI Master.
Я выбрал таргет ли, работает ли он точно. Вот, надо обновить здесь этот. Так, хорошо. И он нам везде их поудалял, да? Не, здесь не удалил. А здесь зачем он удалил? Мне кажется, он сейчас... Ну да, само собой. Само собой, само собой. Так, стат закроем, пока он нам не надо. У этого все хорошо, это закроем. Почему он завис, во-первых? BP enemy master, вот он, да? Viewport, Corpse Mili. Все нормально. Он там, походу... почему бегает этот? Понял. Что за магия? Так, Skeletons, Corpse Mili, BP Corpse Mili. Так, виджет не включился. Ага, ага. Теперь опять не проходит урон, то есть как у этого было то же самое. А как это мы лечили? Это что такое? А, 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 а. Мы же в скелетон мастере сейчас, а не в корпусе находимся. Фу, корпус, уходи. Так, как мы это лечили? Почему виджет, во-первых, не видно? Интерфейс, да? Так, надо поменять обратно, как было. И мастер у нас идет сюда. Скелетон. У нас здесь остается этот здесь. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Здесь init, здесь понятно. Здесь мы... Так, монтажи. Мы, в принципе, больше нифига не делали так-то. Пока мы больше ничего не делали. Виджет есть и у того, и у того. Ну, во время таргета он не берет, не обращается. Как у нас работает таргет? Еще раз. Где наш таргет? Вот он, да. Он вызывает в таргете HP виджет BPI, который вот здесь, вот он. HP виджет BPI. Он проверяет на валидность вот этот HP виджет и вызывает в нем set visibility. New visibility передается отсюда. Вот. А конкретно здесь передается true. То есть он устанавливает ему на true новую visibility. А он вообще сюда доходит. Ага. Ага. Он сюда вообще не доходит. Так, remove breakpoint. Что за гадость? Подожди, может он мне вообще скинул его? Не, парен все правильно. BP, AI мастер. У этого работает, а у того не работает. Что за магия? Stats мы сюда подсоединили, все сделали. Parent begin play мы запустили. Так, а он вообще сюда доходит? Или он roll not found? Нет, roll not found, все правильно. Так,
remove breakpoint. Еще раз смотрим, вызовет ли он. Так, у нас вызывается, HP виджет вызывается. Он, блин, это пропуск был, да? Давай еще раз. Вызывается, сюда вызывается, и сюда мы хотим зайти. Ага. Ага, мы не удалили старую. Вот в чем дело. Мы не удалили старую, и она не работала из-за этого. Так, хорошо. Breakpoint надо remove сделать. Так, вот он поставил 100 ему. То есть все работает. 96. А почему так мало? 95. Не понял. Мы в apply damage где-то накуролесили, значит. Скелетон. Скелетон мастер. Apply damage. Мы тут что-то накуролесили. Вот, да, он делит на 5. Он-то этот кусочек-то пропускает. Вот так вот. Да, это работает. Типа починили. Это у нас тут фишечка для того, чтобы... ну как эта штука называется? Союзники, да, или как? Friendly Fire. Если у них Friendly Fire, то есть несколько мобов рядом, то их урон делится на 5. Вот. Я пока временно его пропускаю здесь. Так вот делаем, чтобы было понятно. Здесь, в принципе, те же яйца, только в профиль вот, происходит. И нам нужно apply damage сделать тоже родителя. Подожди, а зачем, если он у нас пустой здесь? Он же у нас пустой, apply damage. Ну да, он пустой, это все не надо. Надо. Так, а теперь посмотреть, ничего ли я не сломал. Еще раз достанем нашего хумана. Пробуем по нему подолбить. Так, ну, порегенится. Так, всё, отлично. Хорошо, хуман готов. Все готово, все мы сделали. Ну что, я могу поздравить нас, мы все сделали. Мы сделали репарент, и теперь нам не придется многие вещи делать. Вот. Очень многие вещи нам не придется делать. Вот это постоянно прописывать для каждого enemy. Нам не придется happy widget ему постоянно клацать, добавлять. Activate, ну activate хорошо нам придется делать. Там, в принципе, шило на мыло поменяли. Вот. А если все в одной таблице находилось, а не через, как у меня, через задницу. Но мы когда дойдем до наполнения, там все справим. Блин, как же я радуюсь, что решил делать бестаргетную боевку с мобами без всяких хэппи-баров. Ну да, таргет это самое. Таргет, конечно, геморроя добавляет. Тут да. Вот. Но хелсбар, в принципе, то чтобы геморрой просто изначально сделали через задницу, вот теперь и мучаемся. Так, ладно, мы это все сделали, мы молодцы. Давайте сделаем перерыв. Минут 5-10, максимум 15, чай, кофе, все дела. Окей? Так, продолжаем. Давайте продолжаем. Подожди, а что мы продолжаем? Так, а на секунду. Мы сделали, получается, reparent. Что мы дальше хотели делать? Каков наш путь дальше? Каков наш путь дальше? Хорошо, мы сделали reparent, все, мы все это закрываем. Все, уходи. Тоже уходи. Что у нас по поводу таблиц? Там срач, да, у нас
У нас есть base enemy stats, потом enemies есть, и это, в принципе, это то же самое, да? Нет, это не то. Enemy stats это не то. Enemies, items, weapon, combo, quest. Подожди, а где тогда вытаскивается информация о... Не понял. У нас есть enemies. Но в enemies только находится наш корпус. Окей. Quest, weapon, combo. Weapon, combo это понятно. Так, а... Где наш аишка еще раз? Human. Он же достает откуда? Он с дами достает. Ну, подожди, нет, это ряд дами. Rams. DT base. DT base enemy. Base enemy что? Стации он просто их сюда передает, потому что там структура та же, да? As player stats структура, то есть base enemy stats. Так она одна и та же получается. Получается она одна и та же. То есть это немножко не та таблица. Эта таблица это чисто статы base enemy stats. Мы сюда, кстати, можем загнать и не только дами. Да? Мы сюда должны будем, в принципе, и корпус загнать наши, прописать ему статы. Но мы сделали все через задницу, и у нас в DT enemies как раз таки хранится base enemy stats. То есть нам, в принципе, та структура не нужна, base enemy stats. Зачем нам отдельная структура под статы, если все можно в структуре именно противника хранить? То есть, получается, здесь у нас и хранится и его атак-монтаж, то есть его атака хранится, здесь его хранится имя, его ID-шка, его статы хранятся и прочее, прочее, прочее. Вот. А потом, когда будем заниматься наполнением, еще кого-нибудь добавим, мы того тоже переделаем. Сейчас давайте, наверное, гайд посмотрим, следующий уже. Player Damage мы сделаем. У него Open World идет и Enemy Fortress. Вот. Там, наверное, что-то очень интересное и что-то очень масштабное. Ну-ка, сейчас я быстро гляну. Что, и вот эту штуку я вообще сюда подвину сейчас. Так. Что тут у нас по Open World? Expansion, он просто типа, мол, увеличивает его и все. Ничего больше. А по поводу Enemy Fortress? Вот это вот интересная штука. Но это, походу, Fortress Free Assets Pack. Так, ладно, давайте вначале гайд посмотрим. А потом уже сделаем какие-то выводы и какие-то предположения, правильно? Так, а ну-ка, вот отсюда. Так, скорость ставлю. Ставлю скорость. У меня сбрасывается постоянно. Делаем на весь экран. И запускаем сей шедевр. Так, сей шедевр. Alright, so the first thing that we're going to do is add, of course, our lake itself, the water. Now, if we select the water body lake, you can see that it is a blueprint. That's because in the swimming episode, we converted this scene actor into an actual blueprint. And now we can just, make it handle our swimming system. So, the cool thing is that also we selected and just press Ctrl B to navigate into the folder, which is under blueprints, BP water body lake, and we drag it in. As you can see, it already even have a preset on the shape. So it will be kind of easier to, play around. Anyway, so let's delete that and just find a good spot. In my case, I'm gonna go up, and I guess that on here will be a good place to go. So let's go ahead and just navigate through here, drag this lake around here. As you can see, we have it like this. So now we can just go ahead and change the shape. Of course, we want to change the shape of our lake, not have the same one. Now you can play around to get what you want, and in my case,
Let me do this like this. There we go. All right. And I think that the shape is pretty good. It's different to the other one. I'm not gonna go real crazy with this. So now what we need to do is just go into the foliage mode, and you can see that we have all of our vegetation. So we can just with shift select the palm trees, and now we can start to paint them around like we did with the other one, like that. There we go. They look beautiful. Look at that. All right, so now we can also deactivate them and now select the little things right at the leaves at the bottom. This, there we go. Maybe you can clear them a bit and then deactivate them. And lastly, with the rocks, just find some spots where we can put them. And as simple as that. And I think that looks pretty cool. And save, we can't shift S, and there we go. Look at that. We have now another oasis, and we literally build that in like 2 minutes or even less. So as you can see now, we have it all set up to make very quick oasis. So let me just go ahead and make another one, maybe over I don't know, over here. I think that will be pretty good. Again, drag in the blueprint. We can go and change a bit of the shape. So maybe like, I don't know, maybe make it like longer, right? Like this. And on here, just hold out another point. All right, and then select the parent itself, move it a bit up or even down. Just pop it over here. That will work. And now we can just go ahead and go into the foliage mode, and once again select the palm trees. Go and kind of paint them all around here. All right, deselect them. Then with shift selected again of the little leaves at the ground. And then lastly the rocks. And with that, we're pretty good. Actually, I left the rocks enabled, as you can see. They're just placed where so let me just hold left shift and delete them. So I forgot to deactivate them right from the last one. I think that's pretty good. Let's deactivate them. And there we go. Now we have another oasis. Pretty cool. So let's add maybe another one over here, and this one will be a bit longer. So let's go back to selection, go and drag in the water body lake, and let's just go ahead and make this way longer. Okay, let's make it like a cool long oasis like that. On this right, even longer. So let's select this one, drag it here, and I think this looks pretty cool. Now let me just put this like this, hold alt, drag it in like this, right? And just kind of play around with the shape to get something different. I'm just kind of, you don't have to do exactly like me, all right guys? I'm just making this as an example, but I think this looks pretty cool. All right, so now what we can do is simply just go back to the foliage mode, make sure that everything is make sure everything is disabled, select the shift of the palm trees, and just kind of paint them around. There we go. It doesn't have to be perfect or exact, all right? Just quickly just painting them around. Okay, of course you can put more attention to detail and change a bit of the parameters to get what you want, but in my case I think that this will work pretty good. Let me deselect this, now select the leaves and just paint all of the leaves like this. In the distance you cannot see them because of the render max distance variable they have, but you can just paint it like this, nothing crazy. There we go. And now last but not least, let's deselect this, select the rocks, and just kind of paint them around in different places where it kind of will feel good and natural, which is very important. So I think this will work. I'm not gonna go very crazy. Чувак просто играет, делает эти самые. All right, so now we actually have, as you can see, the oasis build, and we have the main one, of course, here, right? And we have also this one, and we also have, if it, Unreal Engine doesn't crash, it just froze, the big one at the distance, which is cool. And of course, you can go ahead and add more as you like. Okay, I can just right click now, click play from here, and there we go. We are right now with the palm trees. It looks absolutely great, and in theory I should be able to go, and there we go, swim like everything, and the thing will load all the post process. Понятно. Так, ладно, давайте следующий гайд включу. Сейчас быстренько, только вот так вот. Какая боль. Так, я подключал. Надо следующий. Следующий он делает фортресс, это крепость из ассетов. Сейчас посмотрим, что он там делает, короче.
Но из того, что ассеты все, короче, мне это не нравится. Пока что, по крайней мере, то, что я увидел. Вот там посмотрим. Так, все включить вам, да, надо? Вы что же хотите смотреть? Правильно? Подключать. First thing that we're going to do is import an asset pack that will contain some cool models to build our fortress. In this case, we'll be using this free one from the Unreal Marketplace. I will link it in the description. We're gonna go with the approach of the Assassin's Creed Origin style, so this will be perfect. So basically, just import it into your Epic Games library. You just add it into your library. Now, what I did, instead of import everything into the main RPG series project, what I did was create another separate project and import the aspect there. Why did I do this? Well, that's because I don't want to import all of the models that you see here into my Unreal project that we will probably not use. I just want to import the ones that I want to use. And this is a good practice because we don't want junk in our project. It has to be the most efficient and compact possible. So basically, just create a new project and import the pack into the project. Okay, this should be very straightforward to do from the Epic Games launcher. And now if you open up the Asset Showcase map, you can see that we have all of these really cool models that we can use. Now, a thing that I found out when I opened this map was that the models of the walls were, well, the materials of the walls were like empty, and it was kind of bugged. I don't know if this will happen to you, hopefully not, it happened for me, so I'm gonna quickly just cover how to fix it. Basically, select one of the buildings on here, go to the child, select one of the walls, and you'll see that we have a material which is called stone wall. Basically, click this browse button, and you'll see that will open up the folder. What I did was open up this material, and I found out that the parent was empty, so there wasn't any material attached into this material instance. So what I did was right click, create a new material, and just added this 4 textures: the base color, which gives the color, the metallic, the normal to give it bumps, and the roughness. And it is this material. I just named it Stonewall 2. Like I said, I just literally added this 4 materials we have already done many times. Create a material in the RPG series, so this should be pretty straightforward. You just drag in the base color, the roughness, connected with roughness, the metallic, and the normal, okay? And now you set that Stonewall 2 material into the parent of the main Stonewall, and now that will be fixed. I don't know if you have to do this, but just in case, I covered it because it happened to me. Alright, so now yes, we can start to select the models that we want and import them. Now, a really cool thing is that in this demo, the assets are actually attached into existing blueprints. So we can go ahead and import some blueprints that we like. So let's select this blueprint, press Ctrl B to navigate to the folder, and you can see they have a whole bunch of different models that, blueprints that we can use, like presets in this case. So in my case, I am going to be importing this one, which is the 07, then I want the 02, which is like a little room, and then I also want the 10, which is a kind of a tall building, So those are going to be the ones that I want to import. And now, the migration system in Unreal is super cool, because I can just select this building 02, building 07, and 10 with Control selected. Just right click, go to Asset Actions, and click where it says Migrate. And now, first of all, save the level. It will automatically detect all of the materials and models that this blueprint contain, and select the ones that I only need and export them automatically. So I don't need to go one by one and export them or migrate. I can just select all of them at the same time. It will detect what they are using. So now I can just press OK and basically navigate to the RPG series GitHub folder, and we need to enter up into the content. I said GitHub, but maybe you didn't do the GitHub step, so just go to your main RPG series project. And now just click on content and select the folder. Now it will migrate all the assets into our big project. So let's wait a few seconds. All right, so now if we go back to our main RPG series, you'll see that we should have, there we go, a new folder, Melt Arabian. And if we enter up into the blueprints folder, build them, we have the 3 that we imported. And if I drag one in, it will be completely fine with the materials and everything. And there we go. Cool, so we just have what we need and we didn't import the whole thing. All right, so now let's go ahead and begin to create the all this. Now let me quickly just go to this one and minimize it, and now let's go to the levels folder and open up our desert, and let's begin to add and build some nice fortresses. Now we're gonna be just random fortress we're gonna find in the desert, and they will contain some enemy AIs, a treasure, and maybe a boss with a quest associated to each fortress, and you can do stuff. So these are the new oases that we built in the last episode. You can see, pretty cool. And what I want to do is just go and find some cool place to build a fortress. I think that this will be pretty cool, right? It's pretty flat. It will work. You don't need to have exactly like me. Let's just find a cool spot. So let's go back into the folder where we have the blueprints.
And let's begin to build the fortress. Now, all the fortress are gonna build very simply by just making like a, a cube surrounded by walls, and then inside this we're gonna have everything. So in my case, let me just drag in this building 07. And the first thing I have to do is right click and select play from here to check if the scalings are how I want, right? If it's the correct size. And I believe that it should be perfect. It's lagging a bit, don't worry, it's loading everything. Yeah, this should be pretty cool. Maybe, all right, so maybe it has to be a bit bigger, but also it's because of the inclination, right? So maybe I need to just kind of rotate this a bit. So let me change it to local space and rotate this a bit, so it will be accordingly with the terrain. So maybe you have to do this, and you'll see that now we should be able to enter in the rooms without any problem. There we go, and exit. Cool, so this will be kind of our main entrance. So I'm going to do is just go a bit to the left, hold Alt, is to paste it over here. Actually, I don't want that, I want to delete this, drag in the 010, okay, and then gonna select the other blueprint, copy the rotation, and just paste it on the other one. So we have the same rotation. And then let me kind of paste it in the same place. And this inner part will be our entrance. Don't worry, we'll put a gate in a second. So let me just drop it a bit down. There we go. And now I can simply just, add, for example, a room here. Again, paste the rotation. And just kind of paste it like this. There we go. And now I can just simply get this, hold Alt, and just rotate it around 90 degrees. It doesn't have to be exact. Let me add snapping anyway. And now let's just kind of place it over here. All right, like this. Nothing crazy, just simply join it. There we go. So now we have this part, and we are going to go and just hold Alt and duplicate it again. It might be a bit repetitive, but it's okay. All right, so now we have that. Let me also select Звучит, конечно, this громко, one once again. типа, мол, Hold Fortress Alt, делает, right? но... In this case, it will be the other way around. It will be, I think it's 180, and we'll just paste this on. Let's just make it to the end. So on here will be good. Doesn't have to be exact. I'm gonna make it pretty quick. But if you want to put more, attention to detail, go ahead. But I'm not gonna go too crazy. In this case, let me deactivate. Подожди, насчет добавления фундамента, ты имеешь в виду просто площадку сделать, на нее все выставить, а потом фундамент целый, всю крепость, типа, мол, крепость, всю пачку, короче, крутить. Ты об этом имел в виду? Типа, я спрашиваю, просто правильно ли я понял, о чем речь. Типа, у нас фундамент, это площадка, мы на нее все выставили аккуратненько, все как надо, а потом уже ее крутим, как нам надо, и крутится вся крепость. So I can position it a bit better. Okay, there we go. Like I said, it doesn't have to be exact. I'm gonna make it quickly, but if you want to put a bit more detail into it, go ahead and let's just kind of. Тоже крепость такая себе, знаете. So, make sure to be saving. Зачем эти ворота, тоже не очень понятно, если у тебя проходные дома там. Let's just, kind of Миллион входов. Once again, hold, around 90 degrees. There we go. And just put this. Ладно, чуваку просто хотелось покрутить here, модельки. And then hold Alt. Put this one over here. Right, I think that's pretty good actually. Let me get this one, put it here, and then we can just maybe put the 10 in this time. Let me copy the rotation and paste it like we did at the start. And now I can just put this one here. Я себе просто сегмент сделал и ставил по мере необходимости. And put it here. Что такое сегмент? Что I can это? Scale it a bit so it will fit. I don't care if it's a bit stretched. It will work for me. Good. So now we have our small fortress, which looks pretty damn cool, as you can see. Oh wow, that actually looks pretty good. Look at that. All right, cool. So let's add the main gate entrance. So in this case, we can go into the main meshes. And now you will see. Смотреться он, конечно, будет странно, когда у тебя персонаж по-нормальному, да, а сама крепость она кривая. I'm gonna lock this and make it like, I don't know, 4 times as big. Oh, okay, that's maybe too much. Actually, it looks pretty cool. 3 I think will work. Yeah, 3 will work. That's cool. All right, there we go. We have the main entrance, so we officially have made the first fortress. Now we need to add some things to this fortress. So in this case, first of all, let's add the nav mesh. Just right click, just go to attribute player, volumes, nav mesh, bounce volume. Paste the rotation with the scale. Just put this like, I don't know, 7, 10, 20 maybe it's too big. I think 20 will do. Let's do 18. Пока это не дает мне ответ на мой вопрос. Я имел в виду, вот у тебя большой такой вот прямоугольник, прямоугольник тонкий, да, вот ты на него выставлял вот эти вот все приколы свои, да, вот, а потом типа двигал, или ты его в актора засунул вообще?
Ай. Короче, я понял, но я Twice this. ничего не Yeah, понял, okay, so поэтому очень actually интересно. the nav mesh will already have the rotation fixed. But as you can see, it pretty much covers everything. Let's make it like 19. And I think this will be good. Alright, so now with that said, we can add our enemies. So let's go to it will be AI. It will be just our generic AI enemy. And let's drag it into here. And let's just add some the borders, okay? So let's add like 4 of them here. There we go. And now in the center, we're going to do select this, Ctrl B to navigate, and add a little room, okay? Play the rotation. Okay. And on this room, we are going to have the treasure. So let's go to blueprints, and let's place the treasure. I don't know, just for example in here. So where was my treasure? Good question. Помнил. I don't even Надо know. будет систему Oh, вот chest. делать. Right, we name it chest. BB chest, there we go. Alright, drag it in. There we go, rotate it, put it like this. And here it is. Прикольно, что Alright, so now рандомно we should так be able чисто to ротейшн even get поворачивает. the quest. Let's go back to AI and just add a boss. I don't know, just over here wandering right. And we'll add some more AIs just on the top of this you know, towers or whatever you want to call it. So with if you hit end, it will automatically place it to the ground, which is pretty cool. So let's just add one here. Hold Alt. Так, а толку, One они here. ж у него не Press, стреляют. press end, so it will snap to the floor. Okay. Should. Ага, модели сломаны, да? Okay, well, just drag it manually in this case. Maybe the collisions of the things are. Там, походу, we need to touch у them a bit. дома Let's select this too. немножко Hold пол Alt, bring them выше, чем на back. самом деле. Bring them up. Select this. Если нужно, чтобы прям ровная площадка была, не нужно дополнительных площадок. Просто по ландскейпу в нужном месте в латте нам пройтись и все. В этом смысле? Ну да. Ну типа ты прикинь, как это будет бить. У нас-то персонаж прямо ходит, да, а тут вся крепость наклонена. Ну то есть наклоненная такая, это прям, ну, не знаю, меня бы это раздражало. Enter. Not enter, but end. There you go, end. It will Одно drop дело, down ты there. когда по разрушенному And какому-нибудь we can have ходишь, more да, here, там but I все think там that's что-то pretty влево, что-то вправо, Alright, so что-то now there вниз, we go. We что-то have вверх. this А fortress когда у with тебя такая крепость, I can типа, just right мол, click, play from here, короче, для меня это странно. and let's see what happens. Alright, so there we go. They're Вот. already coming, as you can see. Oh, that's so cool. There you go. We have our fortress done. And the boss should be somewhere here. There we go. There's the boss. There we go. And it will, you know, begin to attack us and everything. And if we want, we can enter here and quickly go ahead and open the chest. And we'll, you know, have everything that it has, which is pretty cool. Alright, so there we go. We have that built. Now let's make the quest. So for example, we could put the quest giver on Oasis, okay? I think that it will, you know, make sense. I think, yeah. So, or in this Oasis, I don't know. Well, for now, let's just put it in front, okay? Just for now. So let's go into the blueprints for I think it is, and it is the it should be the quest givers. Let me search that and remember what it is. Okay, in the quest system, of course. Let's add it here, rotate it, and here it is our quest givers. So now we can, of course, add things to this quest if we go down in the settings. So we can go. As you can see, we have a whole bunch of different things, but we have the quests. So I'm gonna delete all the quests, just add one, and this quest will be, I don't know. Вот это тоже вообще бомба. Enemy fortress. Задавать квесты Whatever it is, здесь. right? And this will be like eliminate, well, just capture all guards and get the treasure. Не, эффект-то прикольный Whatever, right? получается, So если this will сумму be not a использовать. secondary Но это mission. типа да. Okay, this will be Но я же говорю, primary mission. допустим, мне это бьет очень сильно, да? Когда ты хочешь сделать какую-нибудь типа а-ля живую, что там кто-то находится. То есть у тебя просто дома должны быть ну, как... Либо они не все под наклоном, то есть из разряда реализма, то есть кто-то куда-то наклонился так, кто-то так наклонился, кто-то ровно стоит. То есть, ну, какой-то небольшой такой хаос, да, не так, что он просто херак и на 10 градусов там влево, да, там шмяк так. То есть без этой фигни. Вот. Тогда это не бьет, ну, лично мне по глазам. А если вот такая вот параша, как тут сделана, ну, это как-то сильно. Тогда он должен быть каким-то, я не знаю, заброшенным, что ли. То есть, там, все равно надо какой-то хаос привнести.
Ну, короче, в общем, я понимаю, чувак тут просто сделал лишь бы показать, что вот есть модельки, что так можно, а я тут молодец, такой умница, докапываюсь, но тем не менее, короче. This will have an objective, which will be like, you know, kill all guards. For example, you need to kill all the guards. And we need to now set the actors to eliminate. In this case, how many actors there are? Let me check. There are 9. Okay. All right, so let's add 9. Oh, I added a new objective. No, delete that. I want this. All right, so here we go. Now we need to just drag them in. So it'll be this. Oh god, I can drag it in. Oh, that's gonna be very time consuming if I need to do that. Right, okay, well, let's just select them manually with the, Я не могу, это так смешно. Его, конечно, квест-систем, это вообще right, огонь. the boss will count as a guard, okay, in this case. Тыкает. This one too. This one too. This one, did I select? Oh yeah, this one. And then it will be last but not least. Oh, sorry. This one. Alright, so now we have that there. And we can select a chest to open, which will be this one. So let's select it. There we go. And this will be is eliminate enemy and is chest objective. Alright, so now with that said, we're good to go. I should be able to just click play from here. Actually, we need to add another objective. Sorry. So this will not be chest, and we need to get rid of this. So just press clear, and we need to just get this and add a separate objective. And this objective will be open the chest. So it will be a separate objective. And this now will yes contain the chest. Okay, so I'm gonna have the enemies and the chest as a separate objective. So now let's select this. Is chest objective yes, and the other one is only eliminate enemies. Great. So now yes, we can save. I can go right click, play from here. I can go to here, press the hello adventurer to the term, enemy fortress, select capture all guards and get a treasure. We have two main objectives. Select the quest. Now it is at the top left, and we just need to do the quest. If I was to go quickly, oh god, the new damage system is pretty cool. Open the chest. You can see that now it is marked. That's true. At the top left, open the chest. You can see that it has a tick. So that's cool. So you can see if we were to eliminate the enemies, it will also work, and also it will complete the chest when that's done. Cool. So now we officially have created the first fortress and mission. That's so cool. Alright, so to finish up this episode, we will just add maybe 2 more fortress in our open world, and we have more things. So first of all, let's organize this. As you can see, we have everything on the hierarchy, or in this case, our liner, just all around. So first of all, let's select all of our AIs. So from AI 1 to boss, make sure to select the animals AIs, which are like about there. Those are separate. Now with control, select the first building, and now with shift, go until the end, which is the quest gear. So now we just have everything on the fortress, but not on the other part of the level. So now just right click and select group. Now they're grouped, so if I select any of these objects, it will select the whole thing, which is what we want. With the group selected, just click this new folder button, and let's rename it to Fortress 1. And there we go. Now we have the first fortress organized. So now what I'm going to do is just select the folder, right click, duplicate hierarchy. So we'll go ahead and duplicate the fortress. We have your folder, Fortress 2. Now with everything selected, let's move it. So in this case, I'm going to put it at the other end, probably. So let me just, there we go. It might be very laggy when you move it because there's a lot of objects, but it's just when you move it. So I think here will work, okay? So the tricky thing it is to align everything to the ground. Also having in mind that we have, AIs. But let's see. So if I drag this here, all right, that's pretty good. Oh, okay. Well, not pretty good. Half of it is flying. But what I would do is just go ahead and right click in groups, just like ungroup. Okay, for now, and you select all the buildings, maybe including the chest, except the AIs, and let's just right oriented, replace it. Выбирать все вручную, натыкивать. We go. Yeah, добавлять новые квесты. Now that's good. All right, so now let's get all of our AIs. Press end. Okay, that didn't work. All right, well we need to go, I guess, enemy by enemy, and just press end. Причем у него не работают два квеста сразу взять. Snap it into the ground, okay? По-моему, там так не делал. You can see. So press end on your keyboard with the thing selected, and then we just go down. We go. Он видит, что у него проходы, те, которые вон там, вот они настолько в песке, что там даже ползком не пройти. Которые за вот этим вот он сейчас правит. Вон они видны, вон половину закрытая. Или это так должно быть? So now again with Fortress 2, select everything, right click group, just to make sure everything is okay.
And cool, we have now another fortress. And let's see. Let me ungroup it just a second. I know I just grouped it, but I just want to see if the quest giver will already have everything attached, right? So it has this other name, which will be let's name it King Fortress. I don't know. This is for a king, right? Capture all guards and get the treasure. And yes, oh god, it will have reference to those, right? If I select them, yes, yes. Okay, so it will already have selected those guards, not the ones on the other part. Let me quickly test it with the chest. So if I get King of Fortress, I select the quest, and I go quickly here. Quickly. Oh, I just noticed that we missed a thing. Oh yeah, it works. Open the chest, ticked. I just noticed that we missed, I don't know, this main gate, which I guess it wasn't grouped. Yeah, it was. It was here. Okay, so let me include it in Fortress 1 in the folder. Let me select this, and click regroup, and now include this. Okay. So let's go back here and add that gate, which should be in the meshes. А скопировать его ну ладно, я не лезу. Drag this here. Виднее, причем он даже регруп не сделал вместе с Let's этим, just так copy this что... rotation. Paste, there we go. I think Ладно, it was like не придираемся. 3. Yeah, it was 3 of big of size. Put this inside Fortress 2. And now let's group them all together once again. Group. There we go. Good. All right, so now let's go and do one last one, okay? Right on here. Okay, so one last one, okay? So let's just make sure it's organized. Let me get also the legs, all right? And just add a folder, and this will be the Oasis. So it's organized. This will be like animals. Here we go. Then we'll go ahead and just get this landscape. Yes, and also the water zone included. And this will be just landscape. All right, so now everything's more organized, you can see. And we have this. Oh, right. So the other nav mesh, I don't have it. So I need to duplicate the nav mesh. So let's hold Alt, move it here. Oh yeah, that's why the enemy AIs were not moving. It's because, well, we didn't add the nav mesh. So very important. Make sure to remember that. If I press P, that should be excellent. Okay. So let me get all this. Let me put the volume 2 inside of the folder for Fortress 2. Oh shit, no. Oh, it is Fortress 1, and then the 3 is for Fortress 2. All right, there we go. Now this is for the one of the legs. Let me just put in Oasis, and there we go. Player start, post processing. Let me put it on lighting. Okay, there we go. And then this nav mesh default landscape, because it's like a generic thing. And player start can just be. Oh, look at the difference. How organized this is. Okay, so now let's select once again Fortress 1. Right click, duplicate hierarchy. It will give it, some seconds. There we go. Fortress 3 with all of it selected. Let's just move it with this 3 FPS into, I don't know, just here. Could be. Now it's gonna be harder in this place because it's less smooth, but I think that will work. So now let's just put this more to the ground. Там есть еще такой от Дикого Запада, типа. Let's right click, say ungroup. Вот это вот Red Dead Redemption. The buildings, including the да, chest. Дикий Запад, все дела. Вот. Там всякие кактусики, сундучки, тоже некоторые, короче, туда подойдут. И если их совместить, должно получиться, в принципе, красиво. Okay, good. Но, блин. Будет посмотреть, короче. We have half of it on the ground, but kind of putting it together, alright. Пол замка в песке. There we go. Oh god, this is hard because half of it will be flying or half of it will be on the ground. Okay, let's go with half of it being on the ground. That's okay. Let's select this one, put it up. Let's select the chest and put up. Actually, this has to be a bit more like this and like this. There we go. Let's select the AIs. I think I can just select all of them, move around the scene and press end. Oh yes, I can do that. Okay, so you have to kind of move the viewport. Now they will all go down. Great. The nav mesh is here. It is good. And now let's select the quest giver, put it up, and there we go. Save, and everything should be. So let's go ahead, select everything, right click, group, and now we're good to go. And this should also work. Now let me select the let me group it. Sorry about that. Let's select the quest giver, and let's change the mission name. So this we got the enemy fortress, King Fortress. This will be like, I don't know, Treasure Fortress.
I don't even know, guys. You come up with your lore, with your quest, okay? I'm just giving examples. Let's group it once again, so it's organized, and now we are good to go, okay, guys? We have some fortress already in our world. Everything is super organized. You can see I am super happy. This looks awesome. Now, one quick thing I want to make for this episode is just convert all this to nanite. If it isn't already, let me check. Maybe it is already. No, as you can see, it is nanite. We need to make this nanite. So let's go to this folder, filter by static meshes. We have all this. Select one, Ctrl A, right click, nanite, enable add nanite for the 22 meshes. We need to have nanite on, okay? Because it will just run way better, and we will be able to see. There we go. You can see now they don't go when because that was a problem. Now they don't go when I go further away, because that was a thing that I noticed. Let's save everything. Let's remove the filter. And if I just press play from here, everything should run smoothly. All right, there we go. It goes a bit laggy, but that's just at the start. Okay, don't worry about that. Also because I'm recording mainly, but it looks absolutely amazing. Oh, I just noticed one little thing with this. This is flying. Okay. Oh god. Okay. Let's select this. There we go. All right. Now we're good. All right. Select everything. Once again. Okay. Sorry about that. There we go. Group. Cool. All right. So now, yes. With all that said, guys, if you found this through. Да. Это было мощно. Вспомнилось, что-то видосы есть такие, только это все работает только на том примере, что он делает. Ибо как только на Landscape добавляются все нужные слои с лендами, мелкая травка, мусор, камни и так далее, все это будет очень странно смотреться внутри строений. Да, совершенно верно. Я говорю, он обычно делает все в вакууме. То есть все, что он делает, работает в вакууме. Так, а ну-ка я вот это все поскрываю. Так, то есть весь его код, который он пишет, все его вот эти приколюхи, они работают в вакууме, только здесь и сейчас. Вот, что-то добавить, что-то отнять, и это как бы отправляется в помойку. Так вот, продолжу. По поводу вспомнились видосы всякие, иногда попадаются. Вот, разные. Там я с нуля сделал игру на Unreal Engine за день. Я с нуля сделал Unreal Engine там за 10 дней, там за 20 дней. Смотрю эти видосы. Чувак там, или за час, там тоже есть такие, там за полчаса, там вот эти все приколы. Что чувак делает? Он запускает вот этот стандартный от третьего лица, который скачивает модельки. И весь этот период... Вот весь период, там час, день, 10, сколько там написано в видео, он таскает их по уровню туда-сюда. Он сделал уровень какой-то и стандартным этим побежал. Не открывай ни блюпринты, программирование, зачем? Что такое программирование вообще? Зачем оно нам надо? Я создал игру и бегает просто по уровню пустому, типа который сам насоздавал. И громкое название, я создал игру. Уф, мне что-то вот просмотр этого гайда это напомнило такие видосы. Я создал игру за 20 дней с нуля на Unreal Engine, да. Именно создал, да. Вот. Вот такая вот смешная, интересная история. Давайте дальше гайд. Он там учит кататься на маунтах. Нам это, в принципе, нафиг не надо. Но мне прям очень интересно посмотреть, как он это делает. Может, что-то там полезное будет. Потом main-меню он добавляет. Вот с main-меню мы тоже можем его нафиг послать с main-меню. Мы уже делали main-меню. Мы все знаем, мы все умеем. А вот что касается... Так, Market Towns, это тоже мы уже делали, торгаша. Мы там все уже делали, в принципе. Вот блокинг интересно там будет посмотреть. Ладно, давайте, короче, как кататься на маунте. Вот, на носороге он там катается. Посмотрим. Так, а ну-ка, сейчас я пропускаю тут все лишнее. Открою, включу, посмотрим, как кататься на носороге. Надо быстрее уже горку закончить и самому начинать делать уже. Прям сплошняком все. Как раз хочу переделать наши итемы. Вот, drop item. Но drop item у нас еще системы нету. Сделать хочу, чтобы предметы выпадали, ну пока они опять же не выпадают, но чтобы в дальнейшем они выпадали не по принципу, как вот там в каких-нибудь там Diablo или еще каких-нибудь, типа убил и шмяк, и рядом предмет появился или под, или где-то что-то там валяется, да.
А по принципу, как либо в Скайриме, либо в Fallout. То есть ты убил противника, и в нем внутри находится. То есть мы будем открывать, появляться будет менюшка, и в нем будет находиться. И сундуки то же самое. Мы открыли сундук, и мы смотрим, что там внутри. То есть открывается менюшка. Вот, потому что именно тот дроп мы уже делали в предыдущем проекте. Я хочу теперь такой дроп реализовать. Ладно, а теперь гайд. To be a Вот. rhinoceros, okay? In this case, we have the African animals pack with, you know, all of the assets. I just want to choose the rhino because, yeah, you know, to change things up, and it looks pretty cool. So let's make a unique blueprint for our mount. So let's go into the blueprints folder. As you can see, we already have an animals folder, but this time will be a bit different because these are animal AIs, and we want to create a separate mount. So let's just right click, create a new blueprint class, character, let's call this BP underscore animal. All right, actually not animal, just directly mount because it will not be a child of animal, and then mount, you know, rhino, for example. Let's open this blueprint up and let's set everything that it needs. In this case, once Unreal Engine loads, there we go. We will just need the mesh, so let's select the mesh, go and search for rhino and put it there. Let's put the transform to be correct, so minus 89 and minus 90, there we go. And then we will need to create an animation blueprint, which we'll do in a second. So let's do it quickly. Go to the its folder, its animations folder, right click, create an animation blend space 1D like we did already with other ones. All right, there we go. And this will be just rhino blend space 1D. So we can transition from the idle to the walk animation. So let's name this the speed, and the max walk speed will be something as 450. Okay, let's go ahead and search for the idle animation. We have some, you know, options. I think that the idle, you know, breathe will work. It's a simple idle, and then we will have the walk, and we have just the walk, the default one. Лошадь бесплатно убрали, так что в маунтах больше смысла нет. В смысле, как ассет убрали я? Или это какая-то шутка, которую я не понял? То я просто тут пока о своем думаю, я вообще его не слушаю. Я тут просто... Была, короче, проблема в предыдущем проекте. Мы же там делали диаблоид. Кстати, эту проблему, допустим, в том же POE та же самая фигня есть. А вот в Diablo 3 этой фигни нету. Там сделали по-другому. И вот я типа думал, как именно это исправить. В чем смысл проблемы? Мы когда стреляем, допустим, вот лучницу взять какую-нибудь, или там магичку, да, вот она отправляет снаряд в сторону, куда мы нажали мышкой. Как это делалось? Ну да, как ассет убрали лошадь, ну это печально, да. Вот. Так можно найти на других этих каких-нибудь, или там тоже как-то фиг. Ладно, возвращаемся к тому, что я рассказываю. Вот мы пускаем, мышь моя видно, да. Вот мы типа взяли и пустили, нажали влево сюда. Наш вот пусть будет вот этот товарищ нашим персонажем, да. Вот мы нажали вот сюда вот, да. Он разворачивается и пускает в эту сторону. На 2D пространстве, в принципе, понятно. Но прикол в том, что мы, когда нажимаем левой кнопкой мыши, я там получал к месту, куда нажал. Но так как в 3D он опускал, получается, луч на этот и получал немножко другую координату. И было расхождение между тем, как снаряд летит. То есть снаряд чуть-чуть выше летел, чем, ну, либо ниже, в зависимости от того, в какую сторону, да, там получается. Не, подожди, влево и вправо он чуть выше летел, да, он чуть выше летел. Снаряд чуть выше, либо чуть ниже летел. И я забыл, как я только что придумал это решить. Офигеть. Классно. Надо дальше смотреть горку, опять придет мысль в голову. Вот, и это... Проблема в том, что ты целишься, тыкаешь, а снаряд летит немножко выше. То есть, как бы он не совсем по прицелу летит. В том же POE та же самая фигня. То есть, если выбрать лучницу, стрелять, то стрела пролетает чуть выше, чем туда, куда мы клацнули. Вот. А вот в Diablo 3 там все нормально. То есть, туда стрела летит именно, где курсор нажали. И вот как я только что придумал это вопрос решить, не помню. Ладно, давайте горку смотреть, может дальше придет опять в голову. On top. So now if I hold Ctrl, as you can see, as the speed increases, it will transition from idle to walk. Great, so now we need to create the animation blueprint, right click, it is animation blueprint, select the rhino skeleton, and then ABP underscore rhino, let's open this up,
and now we can just find the Rhino blend space and drag it. And just in case in the future we do it, you want to add other animations to the mount, let's add the default slot. So you can play animation montages, but we will not include them in the series, but just in case. Now let's right click, create the variable of speed. Если я правильно понял, проблема, то там еще один трейс от экрана после первого трейса от персонажа. Там еще один трейс от экрана после первого трейса от персонажа. Персонаж вообще никакого трейса там не делает. Там персонаж просто поворачивается, ротейшн делает на тот, куда мы ткнули, и просто запускается монтаж. И он просто пуляет. Типа, вот, фигак, и полетела штучка. Вот. И она всегда оказывается, если влево-вправо стреляешь, она оказывается чуть выше самого курсора. То есть ты нажимаешь, а она чуть выше, там, на сколько-то там. Вот. Ну, блин, я, конечно, могу сейчас запустить этот проект. Ладно, мы сейчас этим занимаемся. Когда-то будет там у нас, я потом покажу, когда у нас в понедельник, по-моему, плюсы, да? В понедельник плюсы. Вот там я этот проект запускаю, и потом, если напомнишь, что я покажу, что именно имелось в виду конкретно. Вот. Go to the event graph, and in the update we will get the speed from the parent. So get velocity, and then we need to do the vector length variable, so it will convert it to a float. And now we can just basically set the speed to whatever this is. And with that said, we can save everything, go back to the blueprint, and select that Rhino animation blueprint. And there we go. Cool, so now it is set with animations, but of course we need to be able to go inside of this Rhino. So how are we going to be doing this? Well, let's go ahead and add a collision, which will be a sphere collision, and this will be the mount trigger. So if our player is inside of this trigger, we can press the E key and go ahead and mount. So let's make this bigger. I don't know how much, maybe 250. It will be good for now. You can play around with the sizes. Maybe 230 is a bit better. You can play around with that. And make sure that in collision settings, this is set as overlap all dynamic. That's very important. Okay, so now with that said, compile save, and let's just go and add the interact interface, so we can interact with this Rhino. So let's go to class settings, interfaces, BPI, and we should have oh, we don't have a generic interact. Oh wait, I didn't know that. Okay, well, in that case, well, I believe we did with the equipment system, right? Okay, well, we didn't. Okay, well, let's create a new one. So let's go to animals, just right click, create a new blueprint interface, and call this BPI underscore mount. Right, yeah. Еще нам худ надо, Let's кстати, enter new переделать function. This здесь will be like right, по-нормальному. and that's it. Compile, save, and close. So now we can add that mount interface into the Rhino, and now we have it here. We can double click, and we have the write. We can delete everything, and if we write, we're gonna create a new variable which is writing. Okay, and this will be set to true. And I did not spell it correctly. Let me rename it. Is writing. There we go. So we set that variable to true, and then we need to get the player controller, okay, and possess a new character. In this case, what I'm gonna be possessing? Well, this pawn. So we can just say self. So possessing, as you may know, is basically controlling in Unreal Engine. So now we will control this, character. All right, sorry about my cough. So now let's add a spring arm, so we can have a camera. All right, and a camera inside, like our player. Let's make the spring arm like просто одной функцией просто управлять этим самым, что ли? All right, not the prop size. I'm stupid. The arm length, okay. So make a bit more distance, even a bit more. I think the 700 will do. Make sure to click use pawn control rotation so we can rotate it later on, and the camera can just be as default. Okay, cool. So now we're gonna go into class defaults and disable use control rotation yaw, because we want to go to the character movement component, go down, and enable orient rotation to movement, so it'll be more smoothed out, okay, as you may know. Okay, so now with that said, we should be able to go with our player interact and go on, but we need the player interaction in the player blueprint. So let's quickly go to the third person character blueprint, and on here we already have an interact key, which should be somewhere. Let me go interact. As you can see, we have this chains of interfaces, but it's okay. Let's add a new branch over here. So if it isn't that interface, well, in this case it must be the mount interface, and it will be our mount. So we can connect this to the test object, and then let's drag this here and say write, because we want to write if this is true. All right, so now with that said, let's go ahead and press play, and now we can go, and of course, first of all, let's drag in our mount. So mount Rhino, drag it, I don't know, just here,
press play, it will be still with its animations, go, press E. As you can see now, the camera will be positioned on the rhino. Cool, so now of course, we need to do 2 things, actually 3 things. So first of all, we need to hide the player, then we need to put a fake player model riding on the rhino, and then we need to also make the rhino controllable. And also, we need to be able to go and, ride off. Is that how you say it? Anyway, go back to player, mode. So first things first, let's go to the rhino blueprint, and when we ride, we're going to be getting first the get player character. And why are we doing this before? Well, if we set this to be now our player, and then get that player character, we'll be getting the rhino. But we want to get the player third-person blueprint, so we have to do this before we control it. And this is just set hidden, check that actor hidden in the game to be true, so it will be hidden, and that's it. Now we need to place a fake model in here. So what I did is gonna be leaving a riding animation in the description, which you can download. So let's go to the characters folder, RGB character animations, right click, new folder, riding, enter in this folder, and now just import this FBX into our project, which again will be linked in the description. Go and find the the mannequin, which is SK mannequin, not the UE4, it is the UE5 one. Press reset to default just in case, and import. And now the animation should import. As you can see, here it is. Very simple, okay? Alright, so now with that said, we can go back to the mount rhino and create our fake riding model. So we can just go select the capsule component, add a skeleton mesh, and this will be the fake player riding, and then just fill in a skeleton mesh, which will be the Manny SKM Manny simple. There we go. I'm gonna rotate this enable snapping, rotate this around 90 degrees, move it a bit up, and in animation mode, and that's it, and this animation will be riding. Make sure that looping and playing is true. And now I can position this a bit better. Now, yes, the legs will go a bit through, but yeah, it is what it is. I'm not gonna go into making it perfect as you want. You can edit the animations to spread out the legs a bit more, but I will not go into that section in this episode. Alright, so with that said, we need to make sure that the visibility of this fake player by default is false. But, of course, when we ride, we need to set the visibility of this back to true. So now, as you can see, if I go back and press play, interact, and my camera doesn't bug out, so let me go out, you can see that the player is hidden, and we have the fake player here. So things are going ahead and working, so that's cool. First of all, let's also apply the same material to that fake player, because if not it will look a bit weird. So make sure to go here and put many I think I inverted them, so the first one is actually 2 and many 1 is for the second one, because when I created the materials I messed up with the names, and that should be good. Yeah, so that's good. Okay, maybe it's the other way around if you did properly at the beginning of the series. But anyway, so that said, now we need to be able to control the rhino. So for this, what we're going to do is pretty much, just grab some things from the player, because hey, it has the movement done. So let's copy the begin play, add input mapping, so it will add the mapping context and everything that we need to, get our inputs. There we go. So just paste that there. We don't need to change anything. Camera input, again, just join that comment, paste it. There we go. Also, let's comment this and be like, right, put this down. We're nearly finished with this. We just need the movement input, so let's copy EA move, and then in the walking, as you can see, goes here. So let's copy left, right, forward, backward. And I think I need to copy this pin, maybe. Yeah, I need. Okay, copy. Go back to here. Put this a bit down. Paste, and there we go. This should be here. Trigger, connect, and value X. I think it was inverted, so I want value X. Oh no, yeah, value X is for the first one. Okay, so value X is for this one, and Y it is for this one. Yeah, for this one here. There we go. All right, so now we should be good to go. Let me just spread this out, select everything, put it like this, so everything's nice and organized, and we should be able to move everything. So let's see, press E, there we go, can move our mouse, and there we go. Go ahead and walk. Now it's going very fast compared to this animation, so make sure to select the character movement component and set the max walk speed to around 450, which is what we set in the animation blueprint. Let's see if that's a bit better, and it is. Maybe it has to be a bit slower, so maybe like 300. I think that'll be better. Let's see. Come on, don't get stuck with the items. That's better, but now let's update the animation blend space. Let's go to the rhinoceros animations, blend space, and set the max to be at 300 instead. So let's move the last key. Я думал, что это посложнее типа будет, а не просто вызов одной функции. Because if not, it will bug out, okay? And now I think that should be a bit better. You can play around a bit more with that. There you go, that's nicer. Okay, cool. So with that said, that is pretty cool, as you can see. So now let's do it so we can get out of the rhino. So in this case, I'm gonna use the same. Actually, no, we need to do another one. So let's use the IA_interact. So if we press the E key while we are, let's go and open up on starter, because we just want to press it once. And we're gonna get
is writing. So if this is true, so we press E and we're writing, and the Rhino, we just want to do pretty much the opposite of what we just did here. So first of all, let's set is writing to be now false. Okay, so the variable will be false. Then we will get the player controller and possess what? Well, we need to find out the player character. So let's go and say get actor of class, and this will be third person character developer. So we'll go ahead and find the third person character in the world. Let's plug that in. Then I'm gonna set the hidden actor in game to be false. Now we want to see that. Then I'll get the visibility of the fake one, and then go ahead and set it to be false. And in theory, that should be it. So let's go ahead and comment everything to, you know, I don't know, stop writing, we could say. And, you know, that should be it. So let's see. There's gonna be one last thing you're gonna see in a second. So I can go, press E, and I can go out. But also, let me move a bit the Rhino. You're gonna see that there's a little thing, and it's that if I go, for example, to this corner here, and I press E, when I go back to normal, my character stays where it was. So we need to put a little point where we want our player to teleport. So let's select the capsule component, which is the parent, and just create another skeleton mesh, which will be the out player pause. And let's put in many to be here, and let's put the collision to be no collision. Let's set hidden in game true, so we cannot see it. And now we just want to rotate it 90 degrees, and just put it maybe to this side, to the right, whatever you prefer, honestly. And just a bit down, and maybe a bit up, just in case there's an inclination, and you know, the character will fall. With that said, we just want to go back to the event graph, and when we stop writing at the end, let's get the player character and set the location and rotation. Okay, there we go, the actor, set and rotation, and it will be this out player pose, get weld, transform, right click, split it, and we have all the things. Plug in the location and rotation, and then, well, that should be it. That should be it, really. So now when we exit, we should move the player there. So let's right, go to here, press E. As you can see now, when we hop off, we are indeed next to that, and we can go ahead and, you know, go back and then leave our mount, which works great. Let's do one last thing, which is to make our Rhino follow us. So as a bonus, so make just follow player. Okay, so it will just go ahead and say AI move to, there we go, and it will move this to where? Well, to the get player character, and the acceptance radius will be quite big, maybe 500 or 350, so it doesn't get very near to us. And on success, we'll just wait, you know, a bit, and then go ahead and, you know, call follow player again on a loop. But only if we are not writing. So if it's writing, is not boolean. So this should be always working, but of course only if we stop writing. And this should also stop the movement when we write. So let me just put here follow player, and on here when we write, we just say stop movement immediately, and it will stop the movement, and things should be nice. So now if I go ahead and press play, of course we need to call this on the begin play. Там so на begin play кастует на этот player контроллер. Go. Alright, so now yes. Okay, he's a bit stuck there. It doesn't really engage. If his writing is false, there we go. We should go to the player character at a certain radius of 350. Maybe we need to go a bit further away actually, because 350 might be a bit too close. Okay, this man is a bit you know, let's make on fail also to go there just in case. And if it's writing, we just do follow player, so it will stay on the loop, you know, and it will do the check again if we are not writing. Okay, so this should be good. Let me get the Rhino, put it maybe forward here. Okay, okay, wait, it should follow me. Okay, so I think that the nav mesh broke. Is that what happens? Well, it's still here, right? Yeah, it should be good. What is happening? So follow player is not writing, which is not by default. Okay, there we go. We move this to the get player character, which is the player itself. Let's put this overlapping to like 0. Might be overlapping. No? Oi. Okay, well, interesting. Okay, well, let's make a print here. Okay, it's just directly not going there. Why is that? Well, that's probably because it's not getting the player controller, so we have to do this before. Okay, it might be a simple fix as that. There we go. Okay, so now it will go to us, it will stop. There we go. But now if we go
and enter, we detect a loop. Good. So we are just gonna go ahead, and I think if we just add a delay, it should stop the loop. But I exactly want the loop. All right, there we go. Enter. You can see I'm just moving like normal. Then I go back, and he should still follow me. No, we basically break the loop. So let's actually delete this. Okay. Well, we can leave it, but in the on write, there we go. Start writing. We'll just call follow player once again, and now this should complete the loop. So he will be following me, as you can see. But if I go and write, I can just go and walk and everything and write, and then he will start to. Okay, he doesn't follow me again. Good thing. Cool. Why is he not following me again? Even though we said it's writing to files. Well, you know, good question indeed. Let's see. So he follows me. Write them. Unwrite. Go. And he's just there. He doesn't react. He's stupid. Let me get rid of this. Okay. Okay, so what I am going to do is make a print here. So I am making sure that it is reaching that point. It is okay. So it is reaching the follow player, and its writing should be set to false from here. So we should be going into this part. So what could be happening? Well, that it still has it is detected as a pawn. Could be. So we are just gonna go ahead and do pawn, and then set pawn, and let's see, pawn get by pawn, add force, no. Detach from controller, pen straight. That could be a good one. Let's try this out first. I think that would work. Let's see. So I opened the chest. Go here. Okay. He's gonna stuck. That didn't work. Ладно, это, конечно, весело, но я чуть не ожидал. Я думал, это типа куда сложнее. А тут просто вызывается одна функция и все. Pulses, это типа pulses или pulses, да. То есть это типа перехват этого управления. Вот. Так просто оказалось. Но нам это не надо. По крайней мере, пока что не планируется в проект добавлять всякие райд и прочее. Так, что у нас тут дальше? Что у нас тут дальше? Однако вопрос. Давайте глянем. А дальше у нас main-меню. Да, интересно посмотреть, как он его делает, потому что мы-то знаем, как его делать. А потом Experience. А Experience у нас уже готов. Вот. Много горки сегодня пройдем, чтобы быстрее он закончился, да? Да, давайте сделаем. Давайте это сделаем. Посмотрим сейчас меню, а потом посмотрим, как он там XP Reward дает. Мне подсказывает, это будет весело. Так, здесь есть, здесь есть, здесь есть, здесь есть, ну и здесь есть. Так, погнали. Unreal Engine 5 tutorial. Today we are continuing with the RPG series, and in this episode we'll create the main menu and also the pause menu. It is going to be a very easy to follow, so let's get started. Alright, so first of all, before starting with the actual episode, there's one thing that I want to quickly fix, and that, you know, has been for a long time, and it's this sprinting system, okay? So if right now I hold the Alt key, which is the one that we have for sprinting, as you can see, it runs out. If I stop, it's fine, it generates once again, and I can sprint once again. But what happens if it gets to 0? Well, it gets to 0, it recovers, but I cannot sprint anymore. And there's only one small little thing that we need to add in order to sprint again. I know that a lot of you already found the solution, but let's quickly cover this. So let's open up the third person folder, blueprints, and open up the third person character blueprint. And as you can see, in all of our systems, we have the stamina system in the event tick, and here we check if we are not we have, you know, not been sprinting. And then we increase the stamina, and then here, what we are going to do is go ahead and get the can sprint variable and set it to true. And now with that
we have it fixed. So now if we press play, we can sprint. As you can see, we can stop sprinting, it will recover, and then we can sprint again. And then if we run out all the stamina, you will see, there you go, stops, and then boom, again, sprint again. So there we go, that's fixed. There we go, quick and easy. So now we can actually get started with the actual episodes. So the first thing that I want to do is create the main menu, okay? So for this, let's begin creating the UI, okay? So the widget itself. So let's go to the UI folder, and in here, let's right click, user interface, widget blueprint, user widget. Let's name this something as WB_main menu, and let's open this up. So on here, what we need to do is in the palette, search for a canvas panel, add it into the hierarchy, and now we can, place things on our widget. So the first thing that we want to do is add a, main menu text, kind of up here, okay? So let's drag in a text. Let's set the anchor to be at the top middle, and then we're gonna set the position X and Y to be 0, 0, so it'll be centered. Now this, as you can see, has the corner up here, so we can do set an offset on here on the alignment to be 0.5 and 0.5, and now it'll be on the middle. So now it's a bit easier. So now let's also make this bigger, so maybe like, I don't know, 350, and, I don't know, 250, right? Oh, that's way too much, maybe 100. And now what we can do is go down to the font settings, set the justification to be at the center, and then increase the size to, I don't know, 55. Походу опять в вакууме Now we can делает. put here, I don't know, main menu, right? So we know that is the main menu. We can expand a bit the size X to 425, right? Of course, if you already have a game name or title, whatever you want to add, go ahead. In this case, it's just a YouTube series, so there's not really a name for a game. Now what we can do is just get the size, size not, but position Y, and just increase this so we can drop it around here, okay? So now we have this main menu text right, the top center of the screen, and now what we need to do is basically add some buttons. So to arrange them correctly, let's search for this vertical box. Let's drag it, and also let's go to the anchors and set it to be at the center, okay? Then once again, the X and Y positions will be set to 0, and the alignment we can add 25.5, so it has an offset and it'll be in the center. And then we just need to get the size X and Y is increase it, right? So it'll fit, and kind of like this will work, okay? So now what we need to do is drag in some buttons. So let's go ahead and just drag this button inside of the vertical box. You can see in the hierarchy, it is as a child, okay? That's very important. Now let's rename this to be something as the, play button, something like that. And then what we want to do is go ahead and add a text inside as a child of this button. As you can see now, it is a child of not the vertical box, but the button. And now what we can do is change the text to be what it needs to be, which in this case is play. You can put it in all caps with your own font, whatever you want. You have all the options here. In this case, let's make this a bit bigger, maybe like, I don't know, 35, and that's a bit better. And then let's select the button, and what I am going to do is change a bit of the colors, so they are more of, of our RPG series style, right? More of this kind of orangey, yellowish theme, right? Because that's really the theme colors of the RPG series. Now for normal, it will be with that color, but for Hubbard, it will be a bit more, let's say, darker, or we can also go the opposite, and it's more, let's say, brighter. So let's go with brighter, okay? So when you hover it will be like more outlined, and then we can go into pressed and go with kind of fully more, white, which is like, hey, you're pressing this button. And then with that, we can also go to the vertical box and increase a bit the size X, so the buttons extend a bit more. And then with that, we can use select the play button, press Ctrl D to duplicate it, and this will be, for example, the options button, right? And then we can add some padding, so we can put some on the top, like, I don't know, 20, 25, you can play around, and the only thing that we need to do is select the text and, just change this to be whatever it is, which is options. And then once again, let's duplicate this. This will be, for example, exit, right? And of course, not in all caps on here. Okay, if I know how to spell this. So there we go. And now as a child, we're gonna change this to be, exit in all caps. And as you can see now, we indeed have this really cool pause menu with all of the buttons. So, of course, you can customize this as you want. You can spend more time to leave it neat. You can add proper button icons. You can change the font and so on. But in my case, this will pretty much work for me. So now what we need to do is create a new level and add this widget, and also create a new game mode, because we don't want to spawn our player character or anything like that we have set as our default third-person game mode, right? It has to be a complete different game mode, because there's not gonna be a player character. So let's go to content, and let's go to file, new file, and let's select basic create, okay? So on here, what we need to do now is change a bit of the things, because we need to create a new game mode. So for this, let's go into our blueprints folder, right click, create a new blueprint class, and now what we can do is select this game mode base, and now we can create a new game mode class for a single player. Let's call this something as GM, standing for game mode underscore, and then just main menu.
And now if we open this up, the only thing that we need to change is the default pawn class to be set as none. So the player will not spawn. As you may know, the default pawn class is the player blueprint. If we set this to none, it will not spawn any player. And now let's go to wall settings, drag in this new game mode. And what we're going to do is enter in our game mode blueprint, and on the band graph in the gameplay, we can delete the thing. Let's go ahead and create the widget, right? So let's create this WB main menu widget, which should be here it is, and then we can also add it to the В геймоде вот это now мощно. we will be able to see it when we press play. But of course, you know, there's no players, so we're just seeing kind of the center of the level, and it doesn't look very good. So what we can do instead is go into the quickly add to the project section, go to all classes, and then with the mouse over this list, we can start to type camera. And now we can search for the camera actor, drag it, and then kind of, you know, reset its location, go put a bit, you know, upper like this, and, you know, kind of go down and set the auto active for player to be player 0. And then if we press play, we have that camera view. And you can see that there's some black bars. We can get rid of that by just unchecking the constraint aspect ratio. As you can see, we have the main menu done, which looks pretty cool. Now, it is not completely done. First of all, what I am going to do is save the level. So let's go to levels, and let's name this thing something as main menu. And then this background looks pretty boring, right? We just have a basic floor and some, you know, clouds. So what I am going to do is copy the landscape desert. So it looks pretty cool. So for this, what I am going to do is go to levels, open up the desert level, and basically I am going to copy some actors from the outliner, okay? In this case, it will be the landscape, some post-processing effects, after the lighting. Блин, можно было бы и там просто сделать это. And with that, we should be good. So first of all, let's begin by just copying the landscape. In this case, Хотя, we блин, have грузить this really весь cool уровень landscape, пришлось бы тогда. you know, Ну да. folder, which contains all of what we need. So let's just go ahead and select everything, press copy or Control C, go to the main menu level, if of course it doesn't crash, and then select the outliner and go ahead and paste. Now it might, you know, kind of freeze the editor for some seconds because it is copying a whole landscape, and you know, it's pretty big. And now as you can see, we have it here. So there we go. Now there's some things that we need to change about the lighting and post-processing that we'll replace in a second. But first of all, let's get the player start deleted, get the camera actor, and put it up so, you know, at least we start to get the view, and also make sure to save. As you can see now, it looks a bit better, but of course horrible. So first of all, let's go ahead and select all the lighting folder and delete it. Delete also the main folder. Save, go to the desert, and now what we need to do is copy the lighting from the desert, which is actually the one that we want. So let's go and expand this, select everything, okay, including the folder, Control C, go to the main menu, and then paste. As you can see now, wow, this looks, you know, way better. If we press play, now we actually have this really cool desert going on. As you can see, you can play around with the camera to get what you want, but I think that this looks, you know, pretty cool, honestly. I mean, yeah. So another thing that I have to do is, you know, center a bit the buttons and the text. It's a bit more, you know, at the top part of the screen. So for this, let's go here, select the vertical box, and let's change the size Y to just fit it, right? In this case, something like this. And then we're gonna get the main menu, change the anchor to be at the center, and then go and change the position Y to be lower. And why did we change the anchor? Well, as you can see now, it is actually closer to this anchor at the middle than on the top. So I actually position it a bit better. If I press play, you can see that we go. We now have it, you know, perfectly centered, which is really cool. So things are working out. It looks really nice, and you know, we have pretty much our game mode set, but we cannot actually click any buttons. So what we're going to do is go to the game mode and change some parameters. So let's right click, get the player controller. Он его еще не закончил, но уже вакуум. Show mouse cursor, so we can, you know, see our mouse and the screen. And then we need to set the input mode to be game and UI only. And now with that said, we can drag in this widget that we want to focus on, and now we can actually click buttons and so on. Now, very important, we need to make sure that, you know, when we go to our actual game mode, the other input is being set, which is, you know, hiding the mouse and so on. In this case, as you can see, we're not doing it in the, you know, either in the game mode or in the third-person character. So let's do it in the game mode. Let's add a begin play, and let's do the complete opposite, right? Get the player controller, set show mouse cursor to be false, and then also we'll, you know, set the mode to be game only. And now with that said, we can, you know, go to our normal game mode, and we'll see the mouse and everything. We will not see it basically, because if I now press play, load the other level, we will still have our mouse. So this kind of fixes that issue that we might have. So now with that said, there's, you know, two things that we need to do, and it's basically when we press play, load
our desert level, and then when we press exit the game. And then for options, we're gonna leave it blank for now, okay? So for now, let's go to the main menu widget. We can delete other stuff. Go to the graph, and as you can see, we can delete everything except for the buttons. Now, very important, you don't see some variables with the buttons. Make sure to select them and click is variable. Now with that said, we're gonna select the play button, and Стой, а ну вернись. some variables with buttons. Make sure to select them and click is Что я variable. пропустил Now этот with that said, we're момент, gonna ну да select the ладно. play button and add the unclicked event. So when we click it, what will happen? Well, Казалось, we'll что go он ahead and просто open их сам a level подстроил, by как он name. умеет What делать. level would it be? Well, desert. Now, it has to be exactly the same name that, our level has, which in this case is the desert. So if you want to copy and paste it, I recommend that. And then for exit, let's add the unclicked event once again, and this will basically call quit game, and this will basically, exit the game. So now with that said, this should work. If I now press play, we are here, and if I press exit, we exit the game, and if I press play, it will kind of freeze for 1 second, and boom, we are back in the game. There we go, looking really, really cool, and we can do all of our missions and quests that we have with all of our cool fortress. You can see in the distance, oasis, and explore. Бежать будешь месяц туда. Now, really cool, we have the main menu going ahead and working, but now what we need to do is the pause menu. So let's go ahead and do that. Now, to make it actually easier, I'm gonna reuse a lot of things. We are going to copy this kind of, two components, which is the text and the vertical box with some buttons, because it's gonna be very similar, right? We're gonna have, paused, it will be like resume, options, and exit. So it's pretty much the same thing. So let's just literally go ahead and select this, Ctrl-D to duplicate it, and rename this to be WB, I don't even know how to speak, pause menu. Let's open this up, and the first thing I'm going to do is go to graph and delete these two things, because, well, that will not happen. And let's go back to the designer. I'm going to change the, text to be paused, okay? And then on play, this will be a bit different. So first of all, let's rename the button to be resume, and then the text to be resume. And then options will stay as it is, and then exit, well, this will be main menu button, okay? Because, well, we'll return to the main menu. There we go. Now, with that said, what I am going to do is create this pause menu when we press escape. So for this, let's go to our third-person character blueprint, but let's make sure to create a new input key, right? So let's go to the input actions, right-click, go to input action, IA underscore, and this will be, something as pause menu, and then we're gonna leave everything as default, okay? But very important, okay, guys, and this is very important. We want to enable trigger when paused. Because we will set the game to be paused, and if not, we cannot close the pause menu because Может быть, одна штука была интересная. So this has to be enabled, okay? With that said, we're ready to go. Let's go ahead and add it into the collection. Все остальное как-то вяло. It will be the pause menu, and we can add the escape key. There we go. With that said, now we're gonna go back to the third-person character blueprint. Open this up. We're gonna find a spot, I don't know, over here. Right-click, go and find the escape. Sorry, not escape, but pause menu. Input action. There we go. And then on here, we're gonna expand and get it started because we only want to trigger it once when we start to press the button. And what this will do is check if we have the game paused. So we can get game paused. Is paused. Okay, it doesn't matter. First of all, let's begin by creating the widget, okay? Because I think that we cannot get if the game is paused, we can only set it. So it doesn't matter, we can start to create the widget, which in this case is the pause menu. Okay, so when we, press the escape key, we'll create a new widget, and then we're gonna go ahead and just add this to our viewport, okay? Now, what happens if we already have it created? Well, in this case, we need to do the opposite, right? Basically, close it. So for this, let's create a new variable, which will be game paused, okay? And we are going to set this to be true, the first thing, okay? But, of course, this will be if the game is not Boolean, so it is not already paused. If it is, it will go through here. I will go ahead and set the game to not be paused anymore. And then we're gonna go ahead and get this, and then do a remove from parent. So it will go ahead and delete the widget. And then with that said, what we want to do is one more thing, which is going to be setting the game to be paused. So you can see set game paused. We have a a variable from Unreal. It is not the one that we just created, it's different. So let's enable this on here, let's paste this, let's disable this, and now you can see that if I go and change of levels, because right now I'm in the main menu level, and let's go to the desert level, wait it until it loads. Домашнее задание сделали на выходных, если не передумал по поводу чего домашнее задание. Я этот уже залепил. Я source папку добавил в гид. Там же вместо Google диска гид ссылка. GitHub. Если ты об этом.
I'm gonna set you a challenge, okay? I want you to go ahead and implement that. So we are opening the pause menu, set the show mouse cursor to be true and the mode to be game and UI. And if we are closing the game mode, it will be set show mouse cursor to false and then use game mode only. So go ahead, go ahead and do the challenge, and let's cover this in a second. Okay, so for this, first of all, when we open up the pause menu, let's right click, get the player controller, and then we are going to set show mouse cursor to be true, because we want to show our mouse to click on things. And then we're gonna set the mode to be game and UI, okay? Because that's what we want. And then the widget and focus will be this one. It doesn't require it, but I like to plug it in. And then for this, let's get the player controller once again, because we are closing this pause menu, and this will be set show mouse cursor, which will be set to false because we don't need it anymore, and then set the mode to be game only, because, well, now we want to go back to our game inputs and so on. And now this will work if I go ahead and press play, press escape, I can see my mouse, I can click on things, and then press escape again, and we're back to normal. So now we also need to be able to interact with some things. Now don't worry about those errors, that was because we were in pause, don't worry. But what we need to do is make sure that we can click those buttons to resume or to go to the main menu. So for this, let's go to the UI, which is pause menu, and then on here, go to graph, and then on the resume, we're gonna add on clicked event, and we are going to go ahead and get the player character, okay? Get the player character, cast to our blueprint, and then we're gonna run an event which will basically close the UI. How are we going to do this? We'll go to third person, right click, custom event, and this will be close pause menu. And then with that, we can just plug this here, and then we can just call this event from our widget. So it'll be like close pause menu. And with that, we are good to go. And then we just need one more thing, which is going to be the main menu button on clicked, and we're gonna just open level by name. What level it will be? Well, it will basically be main menu. Now, just in case, what I am going to do is add the set game pause to be false, because maybe when we return to the game to the main menu level, the game is paused and doesn't look good. So just unpause it before you go. Что это за этот, как его, элемент в игре, да, который не кастует на персонажа? Надо же кастануть. And boom, there we go, we have our main menu loaded. Yeah, don't worry about the shadows, it's just really about the editor. And with that said, we are pretty much good to go. Of course, you can improve everything, but I am going to do one thing, which is going to go to the designer and get an image as a background. So now I can just click on anchors, holding Control, press this full screen, mode, put the tint to be, kind of darker, and then the alpha to be kind of maybe 0.5, and then put this to be, named as background, and put it at the top. So it will be kind of behind everything. And then, with that said, what I am going to do is get some blur, okay, because it looks pretty nice. So let's get some blur. It looks like open anchors, holding Control, press this full screen button, and add some blur strength of, I don't know, maybe 3, and then put this at the top, right? Because if not, it will go ahead and, blur all the buttons and text. And now when I press pause, you can see it looks way nicer. It feels like it is paused, because we fade out kind of the background and we have it blurred, and it does really sell the effect. Now for this, I also like to do it for the main menu, but not for all of it, just for kind of this part. So I can just add an image, and you set this to be full screen, and set the tint to be, kind of nearly opaque, and put the alpha to be 0.5, but then I can, change this to be background, put it at the top, and then just go and crop it, okay? So I can kind of crop it like this, and crop it like this, and now we only have kind of this part to be the main menu, which looks really cool. And now we can just add the blur, right, with the same parameters, right? Also like this, with a blur strength of, I think it was 3, put it at the top, and then we can kind of copy this little things, right? So maybe we can, make it like this values, right? We can round it up to, I don't know, like this and like this, right? So they're the same. And I'm gonna copy this. Такое себе, короче, ничего мы с этого гайда не узнали. Ладно, дальше не хочу смотреть. Давайте следующий гайд посмотрим. Там будет интересно сейчас, что он делает. Ну-ка. Это закрыть, это закрыть. Сейчас посмотрим, что он тут делает дальше. Потому что он там дальше награды делает. Вот, а все остальное мы оставим на потом, да? Или нет? А тут осталось, кстати, немного. Немного. 20 видосов, да. 20 видосов осталось в уборке. Так, да. Даже меньше. Мы сейчас на 66-й смотрим. 19 получается. Ладно, давайте смотреть. Потом еще один поглядим.
Хочется уже добить горку и проект переведем на плюсы сразу, пока мы его не раскормили, чтобы проще было, и будем доделывать уже все остальное, делать вещи на плюсах. Вот такие вот планы. И вот планы. Плюс там еще надо худ поменять. Короче, там будем менять кое-что. Так, плюсы, плюс, да, плюсы, ждем плюсы. Ну-ка, получается, мы добьем горку, и у нас будет 2 проекта на плюсах. То есть чисто плюсы будут. Ну, мы блюпринтами будем все равно пользоваться, но плюсы, да. Real Engine 5 tutorial. Today we are continuing with the RPG Смотри, tutorial какой series, громкий. and in this episode we will add some XP to the. Okay, so Давай. right now, if I press play, you know, go with my chest, you can see you can interact with it, we can open this up, and so on, right? But it would be nice to get some XP. So what we're going to do is select this chest blueprint and just press Ctrl E to open the blueprint up and edit it. As you can see, we have this, you know, open chest function. Well, in this case, is an interface, and we can, you know, double click to open this up. And as you can see, it will play the open animation. Самое and it интересное will, будет you know, смешано чисто на basically do плюсах не the очень, quest of да и не opening the нужен. chest, if so, Ну, and типа you know, того, да. return the item if there's an item assigned, which we can add, right? For example, it will give us this item. Now, Ну, what we честно can do is сказать, add вот an хорошо, extra. я не понимаю, где, ладно, открою страшную тайну, я не понимаю, где мы вообще можем их смешивать. Если мы все можем вызвать через этот. Чисто для меня сейчас идея только там, где я чего-то не знаю, просто втулить в качестве просто функции, хотя, как показывает практика, вот это вот незнание заканчивается через час-два дрочки поиска решения проблемы. Вот. Час-два, и уже не знаю превращается в знаю. Вот. Как-то беспокоиться в своем же проекте о каких-нибудь дизайнерах, там, да, чтобы им было удобно, но как-то сомнительная история. Ну, короче, в общем, дойдем до этого, будем думать там Thing, дальше. right? When we get the player character, we can, you know, just access the get player stats component, where we have all the health, stamina, and XP and levels, and we can just call the add XP function. It should be called add XP. Oh, increase XP. There we go. And we can just plug this in here and, you know, set the number. For example, I don't know, 200, right? When we open up a chest, it will give us 200. Maybe that's too much. I don't know. But what we can do is make it a variable that we can access from outside, right? Which it would be instance editable variable, so we can edit it from the details panel in the actor selected in the world. So we can just right click, promote variable. This will be added XP, right? And we can just press compile, press this I icon, so it will mark as instance editable. And so now, as you can see, we can put some XP on here in the details panel for each individual chest in our levels. And now, when I press play, I can go and look at the top right corner. Go, boom, I get the XP and I level up, right? Which is really cool. As you can see, there's also a problem, which is I can open Wow, the chest multiple times. So we need to make sure that we can only open it once. So we can just create a new variable, which will be chest opened, right? Гениально. Let's make it separate. So chest opened, right? And if chest opened is not boolean, so it is basically not true, we are going to make a branch and, you know, open the chest. But immediately we will set chest opened to be marked as true. And now, as you can see, I can go here. Ничего не видно. Он переменных кучу посоздавал. Любит он переменных лишних создавать кучу. Which is very important. Okay, cool. So cool. Now we get, you know, some XP when we level up and get our chest, but let's do the same when we eliminate one of our enemies. So let's go ahead and select, I don't know, this enemy here, right? Подожди, Make у sure to него select опыт the за AI eliminate blueprint, not the dummy, okay, противника. because there are different things. I mean, if you want to also get XP when you eliminate the dummy, but that's really just for testing. So let's go to our actual enemy AIs, which are this. Press Ctrl E to open them up. And as you can see, I believe that we are here already in the event any damage. So basically, when, you know, the enemy is dead in this case, we do all the stuff that we need to do stop with movement, activate ragdoll, play all these sounds, and, you know, mark the quest as true. But what we can do is one more thing, which is in here when we get the character, you say get, you know, player stats, just as we did with the chest, and do increase XP, right? And then what XP will do exactly the same thing. In this case, let's do a bit less, maybe like 100, right? And we can just right click, promote it as a variable, and then just move it down, and, you know, it's a bit better over here, right? And then click the eye icon, so it will be instance editable. Oh, of course, you can also click here, and now you can change the individual XP that it will give for each enemy. For example, now here I will have access to that. There we go, add XP, and for each of the enemies. Now, with this, if we go to AI, okay,
we can see that we have the boss. So we can also make sure to have it on the boss. But because this is a child of BPAI, all of that would already be handled, and that would work. If we go to class defaults, you will see that we have added XP variable, so this will also apply for the boss. We don't need to do any logic because the boss is a child of this blueprint, and that should work. So if I were to eliminate an enemy, which let's attempt to do so, I will basically go ahead and get that right. One thing that I will do is basically just kind of move the ramp here. Okay, let's move the ramp, make it taller. There we go, and then I will just press play, get the bow, go ahead and equip the bow, and oh god, okay, I forgot about this enemy, which I left in this part. Okay. Да, его лук, конечно, классный. А знаете, почему его лук классный? Потому что он стреляет не туда, куда прицел наведен. Блин, позлорадствовать как приятно. Хорошо. Okay, I'm gonna eliminate this one, okay, and да, удалим его. Okay, let's just kind of bug it in. Let's just throw it out of the map, okay? And then this one, I'm gonna delete it. Решение проблемы. And now I can just go here, equip the bow, and let's eliminate the enemy AI. Let's take a look. Boom, boom. We can also the XP from the quest. We're already level 2, and I can go here. Gonna hit the enemy just hard. Come on. Let's go into his. There we go. And boom, we have more XP, as you can see at the top right. Ой, я не могу, это так смешно. We got 100 at the 250. So that is working. А прикол в том, что у него стреляет через задницу, то есть там подгонялом он занимался, а не нормальным вычислением. Вот. Но это в предыдущих роликах я все показывал, как делать правильно. Вот. В предыдущих стримах, если кому интересно. Вот, как правильно стрельбу сделать не через одно место. Так, по поводу экспы. У нас они тоже не даются. У нас есть тут такая замечательная... Это у него навык не прокачан, если... Я понял. Навык у него не прокачан. Чего? Ладно, не будем это самое вдаваться во всякие вещи. Так, это BPI Enemy, нас он не интересует. Нас интересует BPI Master. И вот в этом мастере мы вот здесь вот можем вызвать Des. И вот здесь вот мы можем вызвать все, что нам надо. А что нам надо? Нам надо, в принципе-то, из чарактера вытащить... что? Кстати, нам не обязательно даже из Des BPI... ну ладно. Чтобы вот такого не делать, мы... Чтобы избавиться от вот этих get player character, ладно, не будем залазить, короче, там можно там избежать, нам надо просто одну ходящую штучку сделать, дрючку. Так, get, как наш BPC stats, по-моему, да? Get character stats, вот этот вот, да? Да, нет. Какого фига? Что здесь делать quests? Здесь делать quests. А как получить этот? Где наши геттеры? Get character stats. Player stats. Какого фига он называется BPC quests? Если он stats. А здесь подожди, а где тогда этот quests? Get character quests. Quests передается. А нафига в character stats у нас тут называется quests? Это что за подстава? Где наш этот интерфейс? Character. Где наши геттеры? Get character stats. Вот он, да?
Вот он, BBC Stats, и в нем нам нужно increase, по-моему, exp, да? Increase exp. Вот он идет. Вызвать эту функцию. По поводу экспы конкретной, нам надо будет вытаскивать, какой у нас name. Нам надо будет завести name здесь. И мы вытаскивать будем из дата тейбла. Ну, пусть, допустим, пока что будет 10. Сделаю вот такую вот штучку, чтобы было понятно. Ну вот, в принципе, 10. И теперь самое интересное, вот у нас есть наш корпус, это который скелетон, да, и мы можем еще достать хумана. Вот, мы их двоих достали, у нас по 0 опыта. Бац, 10 опыта получили. Совсем другой чувачок. Бац, опыт получили. Теперь 20 опыта у нас. Это колбасится. Вот. И все как бы. Все, что нам надо было сделать. И не надо никаких дополнительных костов, правильно? Так, а ну-ка я вот тут звук добавлю. Так. Ну и наша квестовая система. Мы там не выполним, правда, некоторые вещи. Где у нас вот этот вот, по-моему, да? Quest Objective Chest Quest, ну да. Вот у нас задание тут Chest Quest, да, сделать. Чест открыть. Открываем чест. Бам! Получили, да? Почему в голову не ваншот? Потому что это нежить, и вообще плевать. Какая разница, там ничего нету. А это вообще биоробот. Там у него в заднице все важные органы. Вот. У него в голове это обманка специально. Вот. Так. Ну и следующие квесты всякие, типа 3 раза перекатись, 3 раза прыгни. Опа, а что он выполнился? А, мы перед этим прыгали, да? Раз, два. Не понял. 3. Вот, есть, выполнен. Отмазки пошли. Да не, это так продумано, это лор. Это не отмазки, это лор. Короче, вот, XP у нас тут все просто, все легко. Мы поэтому и создали нашего мастера. Вот теперь мы сюда добавили, все добавили, нам не надо во всех остальных. Поэтому вот так вот делали. Потом еще чего я хочу. Я хочу вот этот худ класс создать. И весь наш main худ, который мы вот тут морочим. Что это за... это наша заглушка такая. Вот здесь вот, где мы создаем main hood, мы его будем создавать там в худе. И получается, наш getter, get main hood, будет его возвращать. Правда, вот я, кстати, не понял. Мы когда получаем get... get hood, да? Ну мы тогда, получается, в худе самом создадим вот эту перемен, getter этот. И будем через него вызывать object reference. Вот. Через него будем вызывать. Но мы, правда, не сможем отсюда получить. Отлично, молодец. Взял, нам все сломал. Refresh notes. Мы отсюда не можем получить hood. То есть, если мы сделаем здесь get hood, то есть так, по-моему, не сработает. Get hood. Да, потому что надо вначале get player controller. Но мы это в BFL засунем, и у нас будет все нормально. Еще и pure function сделаем, вообще будет огонь. Как там? Get. Потом у нас получается на наш интерфейс и передать. Мы это pure function сделаем в BFL, и вообще будет все отлично. Будем просто вызывать наш main hood с BFL в качестве pure функции, и все будет хорошо. Так, ладно.
Вот, неплохо сегодня было все это дело. Много горки посмотрели, это прям хорошо. Это прям очень хорошо. Там, в принципе, у него небольшие видосики остались. Там он самый большой, сколько? 17, вижу, минут идет. Ну, финальный 21 минуту. Вот. В принципе, окей. В принципе, окей, да. Потом досмотрим. Все досмотрим, все добьем. Вот. На сегодня все получается. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. И всем пока.